Эм, Я хочу пароль ввести. BHFX. Окей. Ну, понеслась. Ой. Так. Ну, допустим. Ну, вроде сразу нашлось нужная тема. Ха. Так, окей. Так, пока непонятно.
Да. Вот. Вот. Хайгуайсна и Оленрели. Привет, Иван. Как будто бы оно. Хотя, хуй знает. Иван, ты эпилепсией не страдаешь? Ничего такого, надеюсь? Просто видишь, какая игра? Если страдаешь эпилепсией, то лучше не смотреть. Это очень опасный стрим. Я тут картинки безумные собираю. Пока заходит. Нормально. Не наблюдалось Симсгуд. Нормально, нормально. Значит, все будет хорошо. Так. Мы, по идее, вчера уже эту картинку собирали. Но в чем беда? Беда в том, что оно какого-то хера неправильное оказалось. Что нового? Ну, что нового? В целом, вот потихоньку стараюсь устроиться на работу, а там, ну, хер пойми чё. Ну, типа, в том плане, что меня вроде бы оформляют на работу, но в то же время оформляют ли? Потому что хер его знает. Не, вообще оформляет на работу, там уже договор все подписал, там прочее, но я все жду, когда мне напишут по поводу того, что там меня какой-то чел должен подключить на какую-то, ну, программу, которая, видимо, занимается тем, что отслеживает мои рабочие часы. То есть, когда я сижу за компом, типа он, видимо, отсчитывает, работаю ли я или нет. Что-то в этом роде. Короче, какую-то такую программу должен Симсгуд. поставить. Да. Как-то так, как-то так. А у тебя что происходит? Что у тебя происходит? Боже, какая-то блядская дорожка. Так, где-то же должно быть колесо. Кусок колеса. А, вот. Так, теперь темненькая. Вот она.
Так, окей. Музыка клоунская, безумная. Угу. Ну, игра соответствующая. Тут серьезными мотивами не пахнет. Как бы тут видно, что игра для Crazy Данила прям. Crazy Данила. Если после с 10 до 15 часов беспрерывно играть, можно сойти с ума. Да. Тут не то, что сойти с ума, тут глаза испортить себе может. Да. Всем приветы. Привет, Муглард. Здорово. О! Вот Муглард обожает эту игру. Вообще. Безумно кайфует от нее. Слышал бы ты, как он вчера прям такой, такая охуенная игра. Такой типа, заебись. Это Best of the Best. Привет, hey guys. Вот это говорил, как будто бы английские слова лучше выговаривает, да? Что-то такое есть. Hey guys. Пожалуй, переиздам эту игру в Хайресе. Вот так. Самые успешные стартапы рождаются на этом канале. Смотрите на этого парня, он станет успешным. Он сделает эту игру в Хайрейзе. И начинает читать рэп как сумасшедший. Все же думаю, ты был прав, и с умой сложная эта линия горизонта. Ну, хуй пойми. Тут реально хуй пойми. Видишь, как они сделаны?
Они выглядят максимально правильными. Я опять так же собрал. Но мне кажется, это был баг, что ли, игры. Ну, типа, да ну нахер, чтоб это, ну, какая-то такая тема была. Небо вроде неправильно нельзя сделать. Ну да, тут просто крылья, типа эти бамбуки летящие. Все как бы говорит о том, что ну, тут проебаться невозможно. А. Так. А. Да, блин. Малти пришел из портала. Привет, Малт. Это игрушки сатаны. Угу. Так. Да ёпта. Да все равно где-то проеб. Реально? Блин, Это не баг. Ну просто
где-то ошибку делаем. То есть реально ошибка где-то в горизонте и хер пойми. Как такое возможно вообще? Да нет. Придется в шары долбиться. Ну, по идее, все еще можно сделать реролл игры. Как бы. Так, такой вариант тоже, типа, вполне реален. О боже, нет. Мне же кажется, что тогда. Обидно, когда половину прошел, хотя кто знает, что там будет дальше. Блять, это же не может быть так. А вдруг просто картинка наоборот? В целом. А мы его изначально собираем, типа, ну, отзеркаленным. Ебать, мне кажется, это реально так. То есть все настолько ебануто, мне кажется. Твою... Мне кажется, это вот реально так работает. Серьезно? Да. Ну, по-другому быть не может. Это единственное, типа, ну, нормальное объяснение. Бля, сейчас 100% так и будет.
Постойте. Ага. Так, где еще ошибка? Вроде бы... Нет, это дерьмо продолжается. А я думал, я пиздец как угадал. Серьезно? Правый бок. Где крыло? Посмотреться, если... Правый бок. Не по линии, как будто. Правый бок не по линии. Вообще край сбоку. Вообще край. Вот этот? Блять. Он просто взорвался. Опа. Так. Да ладно. Влияй. Бля, Дима.
Что не так-то, я, блядь, понять не могу. Па-па-пара-па-па-па-пара-па-па-па-пара-па. У тебя крыша еще не поехала от этой игры? Ну, пока нет. Даже понять не могу, а в чем проблема вообще? Картинка же цельная. Проблема чисто в горизонте, как будто бы, но горизонт там по-другому быть не может. Крылья-то они по одному паттерну какому-то. А вообще есть прохождение данной игры? Ну-ка. Оливия. Мистери. SNES. Так. Там просто такое мелкое всюхс. Но. Так, лонгплей. Бля, игра за 2 часа проходит. Прикинь. Вчера скидывали. Скидывали? Блин. Так у него горизонт какой-то другой. Но я не смотрел. А. Постой, что он делает? Да нет, такой же. А в чем разница? Горизонт такой же. Ладно, это мы сейчас картинку всю перевернули, блядь. Что придется сейчас делать заново, кстати. Так, чтоб не мешали сидите. Так лишнее может взорвать. Ну, по идее, да, но хз. Ну, пускай будут. Или они сами исчезнут в конце. Ну да, исчезнут.
Блять, я запутался. Так. Бля, я такой аутичной хуйней занимаюсь, пиздец. Реально, мне кажется, какой-нибудь там, типа, этот... доктор зайдет к нам на стрим и скажет: блять, вот у этого стримера, по-моему, есть признаки аутизма. Типа только аутист будет заниматься подобной вещью. А что изменилось-то? Ничего не изменилось. А что еще делать? Признаки аутизма у меня: я сижу, кнопки назначаю вообще всему в игре в 15 вариантах, делаю одно и то же, только меняю переменные. Ладно, мы все такие немного. Мы все немного особенные. Если где-то запутаюсь, то уже не найду в этой жопе, там такая портянка уже. Ага. Господи! Ну вот посмотрите на эту хуйню. В чем отличие? Те так и не написали, когда там зарплата. А когда? Не знаю. Пока не спрашивал. Меня должны подключить. Я скоро. тоже не понимаю. Ты вроде меняешь, но ничего не синьется. Так вот, блядь, вот. Сука, ну то же самое. Буквально то же самое. Ща, подождите. Попробую. У меня еще и геймпада нет, чтоб тестить кнопки. А. А на эмуляторе чё жопа? Да Кто хули? знает, хороший эмуль геймпада, буду признателен. Надо заново и повторить все действие.
Эмоль геймпада. Я 2 попробовал, чё там сложно, больно и не работает. Проще геймпад купить, мне кажется. Ну типа реально. Ну я хз. А почем они вообще сейчас? Ну ты можешь найти очень дешевые варианты. Я Дашхс. Меньше Как 1000 Ньюланд точно Демид. есть. Привет, Киви. Да. Привет, привет. Привет, привет. Привет. Ну самый сраный чисто для тестов. Голос изменился. Да. Теперь голос женский. Мне Google мужик больше нравится. Google мужик. Дешевые не все игры поддерживают, все рекомендуют xboxовские. Ну а эти уже подороже будут, конечно, xboxовские. Это да. Я играть не буду, мне похуй. Это понятно. Но мне кажется, в пределах... Хочешь шанс выиграть? Мы регулярно разыгрываем денежные призы до 10 тысяч среди активных зрителей. Чем чаще ты в чате, тем выше шансы. Мне на один пут итог с девайса тестить. Ну, в пределах скольки? 800, 500 ну, рублей, я думаю, ну изи найдешь. Что-то такое. Ну, правда. Ну, придется, наверное. Лучше купи. В целом, вещь А то нужная. с эмуляями чё херня. Но... Ну и потом, как пользователь, считай. У которого нет денег, такой берешь. А вдруг покупаешь. куплю, а меня нахер пошлют. А, Да она в целом понадобится. Ты так не думаешь? Не как игроку, а как разработчику, который будет делать игру на какую-то там... Да хоть на ПК. Да, на ПК люди играют на геймпадах. Это просто банально удобно. Ну такой типа легко может быть. Так что то есть такое типа нормально. я прям разрыв не въебаться сел вот только с этой работой. Это нормально что-то. Ну это, блядь, дурка просто. Я реально не понимаю, что от меня хотят. Так.
Картиночка неплохая, но как в это что-то делать? Анимированные картинки собирать в цельную картину. В целом-то задумка-то неплохая. Такой думаешь, ну заебись. Это прям, ну, реально классная идея. Все же обычно так вот картинки собирали, там прочее, они статичные были, типа, ну, скучно, да? А тут ебанутая музыка, и картинка все время двигается, но проблема оказалась как раз таки в том, что они все время двигаются. Сюжетка еще какая-то есть. Да, да. Все началось с того, что у них там трубы прорвало, и вода, короче, ушла, запасенная на лето. Там целому городу тяжело приходится. И один, так сказать, работяга, сантехник, начал добывать воду всячески. Он там всякие разные приключения попадает. Попал там на Луну, добыл воду для дочери короля. Там, ну, пиздец. Всякое дерьмо творится. Так, ну давайте сейчас попробуем. Я попробую поставить. Вот это я понимаю грибы, которые они употребляли, чтобы такое сделать. Да, особо мощные. Сейчас расчистим картинку. И эти картинки еще двигают с геймпада. Да, да. Блин, это вообще, да, разъеб. Разработчики такие, ебать, вот это охуенно. Идея просто пиздец. Так, что я хотел сделать? А, да. Параллельно включить этот сраный видос. И по нему делать картинку. Ну, просто нереально что-то как-то тут соображать, делать. Тут... Я вот реально не понимаю, в чем проблема. Просто штука в том, что все, блять, вот правильно. Все правильно, но вот именно мы там в чем-то ошибаемся. Так. Бля, ебать. Дурка. Буду переигрывать эту музыку в голове, когда стану лежать в палате с белыми стенами. Да. Так, ну он начал с этого. Так. Давай перематывайся. Так. Ага.
Он тоже положил туда это. По-моему, мы повыше должны их поставить. Как будто вот так. Да. Ага. Так, что он там? Вот так. Доктор, я должен испытывать физическую боль, видя и слыша это. И мы в конечном итоге все равно, по-моему, встанем. Что-то пиздец так кажется. Это просто один хуй так случится. Есть вариант, что игра глючит и все. Может быть. И тогда, скорее всего, придется просто реролить это дерьмо. Что, по сути, печально, потому что мы уже потратили так-то... Ну ладно, не то чтобы дохуя времени, но просто тут, по-моему, осталось поменьше уровней, чем, как бы это... Эдди 9 Аркейк 1 Ват 1 Q. О. Это Роксикаться тебе Q. А, вы заметили? Это вот говорилка, она не говорит собака. Вы друг друга больше не оскорбляете. Ебать, да? Кстати, мой ник Немано называет уже не так страшно и долго. Ну да. Да еще и без собаки. Прикинь, я рассказ новый написала, а ты не прочитаешь. Увы. Прикинь, я рассказ новый написал, ты не прочитаешь, увы. Да блин. А почему не прочитаю? Это Роксикот, я раскрыл новый способ, как читать телегу, не заходя в нее. А, ты Киви говоришь. Мне нужно адрес только группы вспомнить. Это намек такой, Рокси. Типа, скиньте мне, пожалуйста. Через сайт не все показывается обычно. О. Если не авторизовываться. Тогда я рассыпался с этим способом. Ну чёт показывай, чёт нет. Как-то даже непривычно, без собаки, то... Мы люди. Мы люди. Мы были все как-то дружны тем, что бот нас всех одинаково оскорбляет.
Собака D9 Arcade 1 Вт 1. Это за что? По-братски. Вот только если дописывать собака это роксикут. И мой ник теперь не разичит. Сплошные плюсы. Не, он также убого читает ток по-другому. Блять. Роксикут. И я нет 9 терок как 1 W1. Блять, как вы воспроизводите то, что он написал неправильно? Причем в Раоксикут. точности. Нормально вот так. Ну лучше, чем разичит. Рози. Чат. Блять. Почему-то душа потерялась у бота. Душа. Оскорблять не нравится. Предлагаю все-таки вернуть старый. Пусть и с собаками будем ходить. Не оскорбляют. Не нравится. Ну прям совсем. Да блять. Так. О, пошел контакт. Да блин.
Так, горизонты. Так. Ага. Блин, он просто взорвался. А, и это сюда подходит, оказывается. Ну, блядь. Так, теперь собираем ебаные квадратики. Бля, вот это вот вообще неправильно выглядит, как будто бы. Бля, я хуй знает вообще. Так. Во, вот это нормально. Так. Вот это определенно нет. Да не. Да не. Да блин, он вообще взорвался. Это за что? Да ебать. Ты знаешь. Надо ее в 4К 120 TF запустить. Что такое безумие? Безумие. Это повторение. Одного и того же. Действие. Господи. Ебать. Так. Мне теперь интересно, кто пилот этого дирижопля? Ну, это сантехник наш.
Бля. А, да. И хуй соси. Да пошел ты! Ну серьезно! Что не так? Что не так? Ну правда, что не так? Собрал, блядь. По сути, один в один, чем, ну, как вот это вот. Какая же криповая музыка. Ахахаха. Но этот затуп его жестко долго собрал, а я быстрее собрал. Но при этом, у него все, сука, правильно, нахуй. А у меня нихуя неправильно. При этом, картинка, блядь, идентичная. Вот он горизонт, в конце что-то поменял. Да нихуя. И сраслось. Буквально то же самое. Он в конце там ничего не менял. Там, типа, какая-то хуйня творится с... Вот видишь, он колеса неправильно Надо что-то с поставил. горизонтом. А не стоп. Да, у него буквально то же самое. У него буквально то же самое. Что-то с передним левым краем. С передним левым краем? Он не заворачивается так же. В смысле? Блин, и знаешь, как я могу сделать? Я могу сделать вообще вот так вот. Погоди-ка. Там как будто полукруглая сфера. Полукруглая сфера. Она пиксель в пиксель идентичная. Может принтскрин наложить. Ну, хуй знает.
Так, ну... Поможет ли это? БЛ, завтра схожу к окулисту, пожалуй. Хорошая идея. Лучше перебдеть, чем недобздеть. Да. Бля, мне кажется, надо реролить, потому что это пиздец. Ну, это реально уже, ну, сводится к абсурду какому-то. Прям. Абсурд. Теперь вроде норм все кажется, но я уже не знаю других вариантов, как сравнить их. Так. Вот сзыри, короче. Зырим. Блять, буквально одна и та же картинка просто. Ничего другого. Пиксели совершенно одни и те же. Видишь, там заворачивается? Вот это? Вот это выпуклость? А что я с ней сделаю, блядь? Слева. И справа. Я вообще не шарю о чем-то. Ну-ка. Вот единственное, в чем отличие. Слева как будто в другую сторону выпуклость. Ну, вот, видишь? Вот, вот. Так, инвертировать. Различия. Ну, чисто вот в этих углах дело. Ну, блядь. А что я с ними сделаю? Вывод, ну, какой, типа... Он взорвался. Попробуй только слева, можешь сначала. Слева. Да что мы можем сделать? Что? Ничего, буквально. Ай, да ну нахуй, нет.
О боже, блядь! Они так похожи! Они буквально идентичны! Вот эта хуйня вот тут! И вот это, блядь! Fuck yeah. Пиздец! Это же какой-то пиздец! О боже мой! Это такой пиздец! Они буквально просто идентичные были. Вот мы буквально вот это выяснили вот такой хуйней. Прикиньте. Вот этой вот темой выяснили. Только лишь этим. То есть по факту тут видно, что вот эта хуйня и вот эта хуйня. Блядь. То есть не первая клетка квадратная, а вторая. О, это бред, какой же бред просто. Абсурд реально просто. Какой же кошмар, блядь. Ёбаный рот. Сука, это просто, блядь. Я ебал. Какой же ужас. Я ебал. Просто ужас. Я охуеваю, реально. Это пиздец. Я чуть не дропнул эту игру. Она, блин. Да. Я такого никогда еще не встречал. Это вообще такой бред. Я уверен, эту игру мало кто проходил вообще. Просто, блин, никто не осмелится пройти эту игру в 2025 году. Что происходит? Ой, неужели что-то... Выглядит так, как будто кто-то варит суп. О, великий суп наварили. Я ща как в меме с дедом Симпсонов. Когда он в бордель пришел, увидел Барта и ушел, зашел, увидел игру, вышел. Всем хай. Да.
Привет. Привет, Фабулет. А чё так лагает и жестко? Кто лагает? У меня нормально все? Может, это ты лагаешь? Хм. Так. Ну, как будто бы сюда. А, картинка перевернутая, конечно. Hey guys. Так, Да норм, нарисовано. главное тот уровень прошли. Эд Да. муглат кончо. Тот конченый уровень прошли. Это главное, действительно. У меня нереально лагает трансляция. Так все нормально у меня. Это у тебя какие-то проблемы? С моей стороны все окей. У меня норм. Даже выборка качества есть, да. Эта игра такая ланилинет лагает. Блин, ФБ не видел, да, как мы вообще тот уровень прошли. Надо было это заклиповать реально. Вы клипуете, типа, реально такие бредовые смешные моменты. Ну это реально был бред, вообще пиздец. Я хуй знает, как иначе это назвать. Это ж пиздурка была, нахуй. Ёбаная дурка просто. Блядь, просто картинки сопоставили. Вывел фильтр в разницу, чтобы увидеть, где пиксели не совпали. Ёб твою мать. Вот тут вот. Вот тут вот. Несоответствие пикселей мы увидели. И пиздец. Ну,
Я надеюсь, такого больше не повторится. Ну, это бред полный. Это, ну... Это не то чтобы сложно, это просто, ну... Типа... Разраб долбоеб называется. Ну, чел просто реально типа, зарофлил жестко. Так не должно быть, по-моему. Он такой, а как еще этот уровень можно усложнить? Да, не то чтобы. Я уверен, типа там... Блин. Накахуяку-сан. Вы, блядь, думаете, это хорошая идея? Вот так оставить этот уровень? Ну, в таком вот виде, типа. И он такой... И субтитры появляются с надписью «Похуй». И все. Как бы, я думаю, такая история и произошла. Блин, а как? Это же японцы, они сумасшедшие игры мастаки делать. Но... Хотя, с другой стороны, может быть, я зря гоню на японцев. Может, это вообще не японцы. А испанцы опять какие-нибудь, блять. Не, хотя это точно японцы. Просто быть иначе не может. Ну, на это указывает множество вещей. Такие, как, например, блин... Испанцы. Nintendo. Испанцы. Не, ну реально испанцы, может быть. Ну, типа, варик такой, ну, в натуре существует. Так, чел что-то рисует. Испанцы! Пытаюсь понять, что тут нарисовано должно быть. Ну, он голову Итян пытается нарисовать, как я понимаю. Короче, давайте теперь... Владимир Куркин пришел из портала. Привет, Владимир Куркин. Здравствуй. Какие-то греческие узоры. Но... Чел, наверное, любит прям реально поговорить о Древнем Риме. О, нашел. Так, 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 так. Вот он. Так, это, кажется, где-то супер слева. Вот так, может быть.
скругления, наверное, по краям должны быть. Но... Это ты верно подметил. Шкипер. Блин. А эти остальные куда? Ну, хер пойми. Хотя, возможно, это типа... Вообще вот так вот. Я вчера так пофанился в Зилджиц. Правда, в 9 катках из 10 у нас был неполный состав, кто-то выходил в начале. Но даже так были какие-то мини-истории. Я примерно начинаю понимать, почему людям нравятся экстракшн-шутеры. В последней катке были вдвоем с Челом, а остальные команды в 4. И мы шкирились всю катку по карте. А когда в конце остался один корабль с артефактом, с которым он должен выйти, увидев нас, он драпал как в последний раз, а мы бегали от одной турели к другой и пытались рулить. Прикольно. Но денег на счету у меня все еще нет. Так что... Пока не судьба. Блин, он вообще вот такой, что ли? Ну странно, как будто бы он здесь, но не здесь. Да я не агитирую КП, есть ощущение, что игра скоро станет бесплатной. А. О! Так, хорошо. Такая человая игрушка на самом деле. Бесплатный с анальными донатами. Да. Челы реально подло ливают в начале катки, как только видят, что твой уровень небольшой. Хуйня игра, значит. Ну, комьюнити у него уже формируется определенное. Там ща донаты только с внешкой, как в Авере. Ебал я в рот. В очередной овер залетать. А без внешки выглядишь как кусок говна. Но в Авере обычно злишься на тиммейтов, а тут реально фаново. Эд муглот как серый квадрат Кэпл. Ты не убедишь меня купить это дерьмо. Даже если ты справишься на 5 с плюсом. Не прям как и кошечка. Я все отзывы, которые читал, все пишут какие-нибудь претензии и в конце добавляют «было весело». Да.
самое удивительное, что на моем корыте на минималках норм идет. Ну, это хорошо, конечно, что оптимизация в игре есть. Это уважаемо. Как бы то ни было, это действительно уважаемо. Немного жалею, что раньше про проект не узнал и пропустил, теперь там куча потничей, которые с закрытыми глазами играют и выигрывают. Ну, по сути, я бы сказал, что ну, похуй должно быть. Ну да, типа. Теперь там школьники какие-то доминируют. И... Ну чё ж. Пускай. Если бы какая-то прикольная идея была на тему, не знаю, с каким-нибудь противостоянием, как Helldivers, к примеру. То, что, мол, вот мы, люди суперземли, должны противостоять там чему-то. А тут... Я тоже хочу хоть раз выиграть в Кэп, я вчера только на 4 минуты поддерживал артефакт и все. Или это... В Хеллдайверсе же киковое противостояние, там же раки кек за демократию воюют. Ну, все равно прикольно. А тут какое-нибудь такое, типа, сделали бы. Нет, все-таки кажется наоборот. Ну, я говорю как про какую-нибудь битву поколений. Было бы забавно. Типа старички против молодых, все такое. То есть при регистрации там указываешь возраст свой. И тебя при том или ином возрасте закидывают определенную группу людей. И ты, короче, уже изначально сражаешься против, например, молодых. Это было бы забавно. Интерес какой-то был бы. Это называется рейтинговая система Кэпл. Нет, не рейтинговая система, а социальное разделение по возрасту. Понимаешь? Социальное разделение игроков по возрасту. Понимаю. Вот так вот было бы интересно. А потом по размеру пенуса. Ну, это лишнее. Возраста достаточно.
Я не хочу играть с обладателями базуки. Они вечно тыкают в лицо. Кэпл. Так, вот это правильно. Только вот тут какая-то странная хуйня. Так, ну, как будто бы тут. Нет. Вот тут. Да. Угу. Окей. Так, ну, скорее всего, он там. Но я все еще не уверен в некоторых. О, что-то вырисовывается. Так. Бэм-бэм-бэм. Хм. Вот где-то определенный проеб случился. Чувствуете? Девушка показала свой номер на концерте Тимберлейка и сообщила, что ищет мужа. Теперь ее телефон самоуничтожается от бесконечных звонков азербайджанцев. Почему без? Почему, почему азербайджанцы? Почему они?
японский. Так. Ну в этом чувствуется некий проеб. Так. Ага. Так. Вот. Уже что-то. Наконец-то. Ох. Ух ты, какой зон ожидает нас впереди. Я взял лекарство, созданное профессором, и сказал: прощайте ему. И У стримера Блэкуфа есть такое развлечение, как наказание для стримера. Это когда раз в месяц или реже люди спускают баллы на наказание, чтобы шкала заполнилась. Когда она заполняется, то выбирают самую кековую игру, чтобы стример помучился. Обычно выбирают серию игр Нэнси Дрю. Вот эта игра похожа на игру из наказаний. Да. Да. Ёб твою мать. Лошадка поскакала. Тут 1,5 инвалида бомжи по баллам. Ну, вообще-то есть много баллов у людей. У Гудсона 600. Ну, надо бы что-нибудь такое за балл придумать, да. Как у Уфы. Он в Соленово все закроет. Но чей ему от этого лучше живется? Кек. Кек. Эд Роксикотон сказал, что в будущем обменяет их на бабки. По выгодному курсу.
Ага. Это когда ты не успел вложиться в биткоин, но хотя бы А потом вот проснется. здесь, но хотя бы вот здесь, типа, можно, типа, подкопить деньги, да? Ну дайте мужику помечтать, что вы такие. Запушил задание. Молодцом. Ждем дальнейшего дроча. Лошадка. Там, кстати, чел, который со мной активный, он тоже Джун, как ты право месяцев только чё делает в года. На корпоратив вместе пойдете? Кэпл. И с этим я вот сижу типа конкурирую, что ли? Умерь свой энтузиазм. Я даже с чи он делает. Да. Ну, не просто так, наверное. Контролируйте ваш оргазм. В смысле энтузиазм. Прикольная лошадка. Ну, нарисована. Правда, она какая-то длинная, да? Посидел в голосе с ним, пока Легася постигал. Но он или так поскольку постольку шарит, как я бы за 2 месяца тоже шарил. М. Это Найолан, если понравятся такие игры, то в стиме миллиард а-ля найди кота на экране. Кэпл. Ага. Все, я фанат этих игр. Помню передачу «Навдите Валли». На Денде даже есть такая игра. Она, по-моему, ебать сложная тут. Любил ее. Передачу любил? Это Роксикот дома. Там надо было за минуту вроде найти его на экране. Мелким был. Найдите Валдо. Если вы его не найдете. Пизда. Ну там не только найди, там просто всякие головоломки были еще. М. Я помню только, что в каждой серии его надо было искать. Ёбаный рот, это одинаковые картинки, кажется.
А нет, и не было смотрели чейдап, вот и искали Вали. Это музыка Нотликусис. Бенбу баунс, бенбу баунс, бенбу баунс, бенбу баунс, бенбу баунс. Музыка мало того, что отвратительная, так еще и на репите по 10 секунд. Понойте, понойте. Нужно больше нытья Богу. Зато у каждого уровня своя тема. Стрим с кормлением собак грудью, стримы с этой игрой добавить психологам бабла. А чьи есть стримы, где собак грудью кормит, можно ссылочку. Ну да, ты сейчас на ней. На этом стриме это происходило. Правда, это был мысленный эксперимент, в котором я очень красочно описывал, как бы я кормил собаку грудью. Я читал интервью с этими разрабами, где они отвечали на критику своей игры, они сказали буквально «да нам покуй, ебать. Играйте и пачки завалите». Это Роксикот, Линк. Давай все взорви нахуй. Ну ща же вроде на стримах можно грудью кормить. А есть ли там уточнение только детей или кого угодно? Да. Можно было бы. О, господи. Да, взорвись. Все тут взорви вообще. Все взорви. А есть варианты РГГ, где только нормальные игры? Кэпл. Из чего размечтался. Так не бывает. Пусть даже и сложные, но нормальные. Давай быстрее проходи, музыка заебала Рили. Да блять, я делаю. Это Роксикот 100%. Я еще забываю, что ты это все геймпадом передвигаешь, а не мышкой. Газу. Вот именно, да. Не забывайте, что я тут, блядь, чудо творю нахуй. Я, блядь. Газу.
Чудотворец, нахуй. Реально. Мудотворец. Спать лечь, что ли, или уже похер? Ты что, все еще не восстановил свой этот, что ли? Сегодня презентация от Нинки в 4. Нинки? Nintendo. На чьи там смотреть то... Типа... Ебать, новая Марио, нихуя! Ебать! Донки Конг! Вот-вот и Берпук. Ебать! А мне нравятся игры от Нинки. Последний Данки Конг вообще фановый. Типа, я не вижу смысла смотреть презентацию от Nintendo по одному простому как бы этому смыслу, что у меня нет Nintendo, типа. Эти еще Warframe на Switch 2 будет. Поэтому, Ура! как бы, супер похуй, потому что нету... Может, Сликсинг покажут. Да, 3 раза. Да, Silksong уже показывали, причем на презентации этого Xbox. Его И- только майки покажут как бенгер. И очень странным образом показывали. Вы пропустили, что ли? Silksong анонсировали. Я это даже стримил. Да там такой себе показ был. Ну, то есть... Как это было? Его А. уже 3 литра раз анонсировали. Типа, как там было-то? Типа, тема там Никак заключалась не в том, что- доанонсируют. Ну да. То, что он выйдет вместе с портативной консолью. И все. С новой портативной консоль Xbox, вот с ней выйдет и все. Да-да. Те рады этому. Всем уже на него похер становится, сколько его ждут. Ну да, типа, ну просто реально бывает так, что Эд Найолына, ты играл в Марио Карт? да, играл.
Ну, типа буквально весь геймплей заключается в том, что ты такой лидируешь, а потом хуяк, и в тебя прилетает панцирь, и все. Ты на последнем месте. Типа, ну, геймплей Марио Карт. Там бесячие моменты с синим панцирем, да. Из-за такого долгого ожидания с одной стороны эпохи, раз другой ждут уже ебать шедевра просто вселенского масштаба, а выйдет обычная такая игра и все-таки, ну что за говно. Ну, я уверен, так будет, конечно. Но один хуй купят, один хуй поиграют. И все. Ну, то есть... Ну, типа, ебальники все равно закроются. И люди поиграют один хуй. А там уж понравится им или нет, но это уже совсем другая история. То есть после Силксонга, я думаю, будет как-то глупо анонсировать новую часть, опять же. Все скажут, да не смешно нихуя. Типа, да пошли вы нахуй. Или еще что-нибудь такое скажут. Силксонг должна быть последней игрой, наверное, Hollow Knight. По-хорошему. Странная картинка. Е-е. Что за ситуация? Я прибыл в исследовательский город, пока меня преследовали. Я до сих пор не понимаю, почему лошадь на первом месте. Принцесса сделала меня нелегким чувством. И как бы то ни было, я тот, кто отдал ей отравленную воду. Когда я прибыл в исследовательский город, и меня доставили быстренько в комнату принцессы. Принцесса была композирована и экспансирована. Она выглядела так, как будто не хочет со мной говорить. У нее была плохая кондиция. Заебись. Очередной бенгер. Плюс в чат, у кого плохая кондиция. Если у Скора нет такой сирены, можете не спасать мою жизнь. Ахахах. А? Влияй.
привыкнуть. Это чел из Красного Креста копает куда-то. Да, как будто бы он... Я пока пропущу пару картинок. Их как раз Фредди 2 осталось. У меня расширение стоит, чтобы в ютубе шорты скрывать. Сегодня они опять показались. Заша. Паршиво. 2 вместе с этой. Кто в своем уме на ютубе шорты смотрит, не понимаю. Согласен. Только лишь трата свободного времени. Это ж без зомбя-контент. Я их скрыл за ненадобностью. Не для того, чтобы не смотреть, а чтобы не мешались. Все, ведь они тупо рандомно могут выпасть. Я последний месяц подсел. Когда сильно устаю, просто тупник ловлю на вечер. YouTube брал тренды, сказал, в них никто не заходил. Яхс никогда не понимал, нафиг они нужны, ток ленту захламляют. До этого вообще не понимал, как их можно смотреть. Ничего полезного те за 10 секунд не покажут, а мемы смотреть сидеть я не люблю. Это на Айолан сокращу немного время, это баба слева, а мужичок за ней справа. Шорты продвигают каналы, их в основном детская аудитория смотрят. Спасибо. Да шорты во взрослых каналах. Интернет хайдаги. Возможно. Интернет? Привет, Вит-Вит. Да вроде нормально. На Твиче все окей. Я просто рили не понимаю, в чем прикол коротких этих видео. У меня до сих пор в ТикТоке ак и даш нет, не было. Дроба. Бех и Бутаон.
до последнего время что-то уже целиком много аварий пережил, как будто бы. Ну реально. Очень много аварий. У меня норм пока. Ну, в Твери-то окей. Обычно все равно подлагивало, но сегодня пока норм. Мгм. Ну, это радует, да. Вот, например, я смотрел рецепт, и так вместо того, чтобы смотреть 30 минут у Лазерсона, смотришь шорты за 20 секунд и все понятно. Ну, если вы говорите о том, что, ну, некоторые все-таки шортс полезны и там прочее, ну, типа, может А быть. тонкости и мелочи. Ну, в плане, может, какую-то короткую... За 30 секунд их не покажешь. Новость, может, разве что тебе подкинут. Интересно. А так, ну, прям... А еще зачастую бывает так, что эта новость, ну, она такая... Гуанью эксманыкду. Да, да, вся игра такая. И сюжет рассказывается тут какой-то еще. Посты в телеге — это те же шорты, только в виде сообщений. Новость, что инопланетяне прилетят осенью. Дей Бэтбет. А почему именно осенью? Опять. Опять? И Маска похитят. Его уже похищали? Вместе с Иисусом. Или он их похитит на базу 51. Так. Ого. Ты меня наебал? Он точно справа? Что-то странно будет. И это вообще вот так вот снизу. Быр похренын баран, анню эметы. Самая засекреченная база, о существовании которой никто ничего не знает. Да. Только с Бырпахом пошла бы эта игра. И он типа сильно снизу, что ли? У бензопилы снизу еще лезвие будет. Да? Кому мы нужны, к нам только поржить, прилетать можно над нами. Ну или завоеватели на опыты, или поржить цивилизованные инопланетяне могут прилететь. Ну, разговорчик этот такой интересный на самом деле. Ну, типа... Это Роксикот не читал Олтоморус. Не. Ну, так чисто в теории.
Будь вы инопланетной цивилизацией, как бы вы реально распределились, типа, ну, ресурсом в виде людей? Вот вы уже захватили все, вот, и вот, пожалуйста, люди у вас под контролем. Эд Найолан, если хочешь, можешь потом поставить на фоне краткий пересказ All Tomorrows. В рабство. All Tomorrows. Взял бы в рабство. Че думать, то В рабство. Ну, как будто нужны бы... мы им в рабстепхахах. Не, ну, здесь так задуматься, как будто бы... А какие еще перспективы нас ожидают? Вам муравьи нужны в рабстве? Убогие какие-то людишки, зря топ кислород переводит. Да, чтоб мне фрукты носили и ноги мыли. Геноцид невыгодно. Пусть работают. Исследовать выгодно. Вот в Футураме... Видоизменять. В Футураме была интересная тема по захвату инопланетян. Если Они бы из просто муравьев можно в прилетели рабство же взять, и уже бы это- так сделали. Засимбиотировали человечество, свою культуру и все такое. И сами тоже переняли. Это прям идеальный, типа, этот исход событий захвата инопланетян. Человеческая раса. Это прям самое идеальное. В худшем случае, конечно, ну, нас будут использовать как батарейки. Или хуже того. Вот в All Tomorrows интересно это показали. All Tomorrows. Мы как батарейки такие себе, после матрицы чё-то все задумались, а так скам. Я вот такое издание и покупал, хотя его официально не существует на Air.ru. Линк. All Tomorrows. М. Видоизменять. Ну вот что бы мы сделали, прилетя на другую планету и нашли там инопланетян? Умный что ли сидит, выебывается, читать умеет. Есть еще человек после человека. Человек после человека. Эд Мугл от нас, наверное, раньше найдут Кэпл. Эд Мугл отохуел. Мы бы их точно трахнули. Ну... Чё сразу трахнули? Ну, блин. Или типа того. Лал. Да за что?
как в районе номер 9. В смысле, я бы охуел, если б прилетел на другую планету и раз и нашел там инопланетян, и два раза бы охуел для начала. Ну да. Как бы реалистично. Несколько раз охуеть, это точно звучит правдоподобно. А потом трахнул. Но есть же парадокс в ферме, где они все, если там есть кто-то живой. Ахс. Парадокс фермы. Не слышал о таком приколе. Ну, звучит Ну там интересно. еще такое, что может мы первые разумные. Парадокс фермы, А. где все коровы. Мы первые разумные. Блин, ну если так, это грустно. Хм. Ну или с одной стороны это прикольно. Тут уж как посмотреть действительно. С одной стороны кого-то заебись, а с другой стороны, ну хуй знает. Но имха таких, как мы, при условии как минимум невообразимо огромной вселенной или бесконечной, до хера и больше. Ну первые инопланетяне ща, например, только пещеры и пирамиды строят. Не, ну прикинь так реально. То, что Это мы- универсальный ответ, с одной стороны заебесть, а с другой нет лал. Ну да, тут категорично ничего не скажешь. Типа с другой стороны, ну, мы не последние, типа, Кто-то По должен быть развитию. первый. да. С одной стороны, мы не последние по развитию, типа, вселенной. А с другой стороны, ну, хуй знает, типа. Вроде бы и радоваться Я не должен. верю, что мы одни, опять же при условии ебать огромной вселенной. Ну, это понятно, это понятно. Но все же как-то допускать. А если она маленькая, то можешь и одни. Говорят, даже на Марсе есть жизнь только под землей. Ну там микробы всякие. Я тоже всем говорю, что у меня хер 50 сантиметров. Веришь?
Каньяна. Ну тогда на Марсе для тебя есть жизнь. Ой, да пошел ты. Для меня, конечно, не могло же там все сдохнуть. Так, Ахаха. и что не так опять? Зарылись там под грунт. И трахаются. И без нас. Ну тликусис. Важная ремарочка без нас. И не нас. И он взорвался. Ас. Что, сука, А вот это уже нюанс. не так? Что, сука, не так? В чем, сука, претензия, игра? Может там как вспомнить все бабы с теми сиськами. Че, мы опять это делаем, да? Ну, давай сделаем это опять. Блин, я даже не вижу. Вроде все ок. Так. Да ок-то все ок. А, погоди-ка, у него тоже ёбка какая-то. А, подожди. У меня... Что? О, наконец-то. Что там? Нога медсестры. И этот чел справа, в углу. Ну, Fuck yeah. дела пошли не очень хорошо. Император был раздавлен
смерти своей дочери. И он пустил против людей армию, наверное. Люди потеряли свою надежду, имперское правление, смерть и, ну, генитальная принцесса. Ебать. Ну, кстати, картинка теперь довольно-таки большая, наоборот, прикольно. Генитальная принцесса. Генитальная принцесса. Генитальная принцесса. Ну это вообще что такое? Это генитальная принцесса. Генитальная принцесса. Карусель какая-то. Но как будто бы это должно быть снизу. Пиздец. Картинка просто тупо одинаковая. Вот так, походу. Блин, как разобрать-то что где? Еще не прошел эту игру. Привет, Леха, да. Походу там 1000 уровней. Да нет. Эд Крауджикса терпим. Последний уровень. Это последний уровень? Какой у меня сексуальный голос. Ты бы себя трахнул? Было бы прикольно, если бы можно было каждому ставить свой логос. А, я понял. Это наоборот сверху. Голос. Это типа шлема. Это типа армия идет разъебывать людей. Как в жизни.
Только я что-то не понимаю. Где головы? Но это несложно сделать, ну по факту. Вот. Это солдаты что ли идут? Да. Свой генератор Чечи со своим голосом. Это Роксиков такая штука бы хорошо зашла с Тремьером. Блять. Мне кажется, это даже бесплатно можно сделать. Какие нитишки фришные есть. Был бы я стримеров, я бы даже заплатил. Нахера правда? Это Роксик от развлечений народа. Твич же для этого существует. Twitch плюс. Ахахаха. Развлечение это голосом Верки Сердючки пусть озвучивает, а не стримера, который так вещает. Да. И так сижу, пизжу. Это вот вам вот в качестве исключения голос дал. Чтобы вы радовались. Ебать мы рады. А чё, нет, что ли? Никогда так счастлив не был. Ну, вот видишь. Хоть кто-то из вас может радоваться таким прекрасным мелочам. Алидьеве Продакшн Крю. Ну, победили. Правда, концовка грустная. Все сдохли. Давным-давно в далекой галактике. Сейчас уже такие технологии, что голоса можно подделывать, кого угодно можно раздеть и показать голым, даже Трампа. Да, в Южном парке он там пиздец. В конце он там голый Ура, по победа! пустыне ползает. Это, конечно, было мощно. Ну так я и говорю, свой речевой генератор сейчас иди. Так. Окей, все. Это дерьмо пройдено. Слава тебе, Господи. Слава Богу. Это дерьмо кончилось. Ура. Пройдено.
Душный пиздец и кошмар. Эпилептика. Это было бы фишкой. Если сделать разные голоса у каждого. Можно задонатить, и тебе выпадет рандомный голос. Прикиньте. Ну, было прикольно. Ты хоть какое-то удовольствие от всего этого получаешь? Сидеть в дрочь играть такую, а она тут почти все, как я погляжу в наборе. Поздравляю, Нолан, теперь все девушки твои. QVV1CK пришел из портала. Ну, это экспириенс, что сказать. Нормально. Не сказать, что я супер счастлив, но нормально. Прикольно. Вот мы и подобрались к геймбою. Ну я просто к тому, что если не по кайфу, то нахер сидеть играть в это ради чего? Ох, ща 100% жесть будет. Какой отзыв написал? Какой отзыв написал? Душный пиздец и кошмар эпилептика. Думаю, справедливо. Великолепная игра, ах как жалко, что так мало уровней. Могли бы на картридже побольше засунуть. Но тот легендарный уровень с великолепной музыкой навечно в моем сердечке. Да. А знаешь что, давай сюда. Согласен. Не понравилась игра? Слишком мало моргают картинки. Да. Маловато морганий. Так, сначала двигаем мод. На Game Boy. А это колесо добра, это ты придумал или оно такое в правилах? Да было бы Правила? супер, если они были разу в 2 побыстрее, а то мало. Могильничек. Каждая пройденная игра на текущей платформе прибавляет одну платформу при дропе. О, пизда. Например, если прошел 3 игры и дропаешь 4, то идешь на 3 платформы назад. О, пизда. Ну, благо, сейчас на Game Boy у меня всего одна игра. Сейчас, подожди. Каждая пройденная игра... Ну да, только... И все. Чё? И сразу пройдем на следующую платформу. Если бы сейчас на Game Boy был бы дохуя игр, я бы, конечно, тут уже очко свой напряг бы. Если бы я делал, я бы сделал так. Колесо добра всегда стоит 300, но если крупный донат, то каждая крутка всегда 1. Люди видят, что до вращения есть 1,1 и думаю, что за донев 300 они мало что привнесут одни. Ну, наверное. Вот и бизнесмен. Чел такой, но за донью от 300 никакого эффекта. Так. Ага. Геймбой. Погнали.
Эффект минус 300 со счета. Может даже баллы как-нибудь задействовать. С баллами. Чтоб РГГ вообще никогда не закончилось. Ну да. Пять баллов. Крутка. Охуенная идея. Очень хорошая идея. За баллы хлеб на масло не намажешь. Grasshopper goes away. И назовем баллы Е. Gameboy. Color. Ой, ну началось. Эта игра хотя бы, ну, реальная игра? Баллы копятся. Надо тратить их. Это же Twitch бесплатно дает такую функцию, с которой можно играться и как-нибудь использовать. Даже Рокси не надо будет просить что-то спрогать. Какая-то новенькая игра. Grasshopper goes away. Gameboy Color. Это Найчи. А меня кто-то просил чёт спрогать? Да просто ФБМ все не имеется. Я все говорю о том, что платформер. Это стандартная тема для геймбоя. когда-нибудь сделаю что-нибудь за балл и так далее. Мне реально не рвётся. Но я как бы это... Я API Твича не знаю. Это игра для писежа. Нет, ГБ. Это же не пися, а ГБ. Но это же хорошо. Когда не рвётся, нет. Так. Жизнь в движении. Нет, сиди молча. Так, Game by Color. Так, игра называется... Это Роксикот, вот назло буду двигаться. Кэпл. Распизделся. Game by Color. Угу. Так, ну данная платформа это Game Boy или Game Boy Color, короче, это одно и то же по сути. Давать идеи знак равно разводить болтологию. В угол иди подумай над своим поведением. Не, вообще, конечно, это хорошая тема. Новые идеи, там, что-то вот это вот и так далее. Но мне, с одной стороны, прям так не хочется что-либо Причем делать. им бесплатно даю. Да. Ну, типа. У Неохота. тебя ПК загорелся. Такие идеи дром не надо, как твои. ПК загорелся, да. Привет, Кобра. Так. Так. Это Роксикот, я уверен, что они отличные. Ага. Я не люблю еду дома. Поэтому я ушел. Я надеюсь на более лучшую еду снаружи. Блин, я мистер Кузнечик. Я... Надо что-то делать с баллами и что-то делать со смайлами.
Ну, Это всё способствует ФБМ, популярности. давай прям сейчас, Больше сука, популярность, больше разбегусь денег. нахуй и сделаю это. Имха. Ну ты заебал, ну давай не будем сейчас это дерьмом заниматься. Может потом, типа, знаешь. Я понимаю, конечно, типа, ну, блядь, ну, давай потом, типа, понимаешь? Потом, понимаешь, слово такое потом, ебать. Это Мэт, знаешь, что такое эффект Даннинга-Крюгера? А чё опять-то началось? Я Рокси отвечаю. Ну просто, типа, ну, блядь, ты все продолжаешь. 2 балла. Ну я же это слышу, ну и что, мне игнорировать это, что ли? Да, господи, какой же... Это Роксикот, да. Создай текстовый документ, чтоб было. Ну, добавлю. Это Роксикот, но так можно про что угодно сказать. Боже, как... Почему не прыгает? Это Муглот, это все проигнорится. Ну вот. Точно уверен, что идея отличная. Это Роксикот, я, да. Забалы автомобиль. Да. Точно знаешь, что такое эффект Даннинга-Крюгера? Кэпл. Да управление жесть. Это Роксикот, да. Он вообще не прыгает. Нормально. Ему очень плохо. Точно уверен, что идея отличная. Это на наводил какой-то похожий. Да, это наводил. Я его вообще в Ичаево нашел. Но он почему-то есть... Ты будешь нашим Якубовичем. Это Роксикот, я к тому, что так можно про все сказать. Ты уверен, что хорошо прогаешь? Нет. Уверен, что знаешь, что такое переменная, а может это этот эффект? Может и так. Это Роксикот, ну вот. Якутская версия Якубовича. Да. Да Переменная господи. вещь сложная, я могу многого не знать. Боже, сука, нахуй мой. Я не знаю, как она хранится в памяти. Это Роксикот, я тоже, но уверен, что некоторые идеи отличные. Береги здоровье. Это Роксикот, но если тебя спросят, то ты ответишь с уверенностью. Не твои идеи плохие и все. Он... Короче, я зажимаю кнопку Б, прыгать. Он прыгает один раз. Я вот продолжаю Чувствую, зажимать. ее придется скипнуть. Как же предыдущая игра была хороша. Это Роксикот, я принимаю твое мнение, но не понимаю. Кэпл. Это Муглот, да обычный платформер. Да нихуя не обычный, блядь. Скачай его и охуеет управление просто. Оно... Будь мужиком, не запрыгни нравится. уже, блядь. Да не, блядь, не получается, блядь. Вы сами попробуйте, это вообще нихуя не просто, блядь. Конечно, оно выглядит охуеть как просто, но это, блядь, не просто, блядь. Это Найлон, но это явно лучше, чем эпилепсию на экране смотреть. Что эта Ну. шкала сверху значит? Высота прыжка. Господи. Это в матче тут понимать то. Не предлагай идеи. Инициатива ебет инициатора. Сиди молча, Кэпл.
О боже. О, ну да. Ну давай сдохнем в этом пруду, блин. Стример есть предложение. Кто идеи предлагает, тот и реализует Кэпл. Это Роксиков человек жалуется, что нет зрителей и никто не приходит. Это ли не мольба о помощи? Можно сказать и так. Но конкретно на розыгрыше я имел в виду. Прям Да, вот мольба? Ну, прям, да, уж прям мольба, конечно, не назовешь, но просто, типа, удивление о том, что, блядь, ебать, где все люди? Где все люди? Ну, пиздец. Если видишь такое, то обычно стараешься помочь. Как эта шкала копится? Но мне От розыгрыши зажатия? нахер не сдались, а остальным хс. Утонул. Ну. М. Ну, это игра такая. Это Роксикот молодым такой заходит. Пацан котяру утащил. А может у Нолан-младшего получится сыграть? Я на стрим попиздить прихожу вообще в целом, а не стрим смотреть. У меня со стримером в играх вкусы не сходится один яек. Чем папа не знает, да? Яек, яек, яек. Но мне в целом вот не нравится такая тема, как излишнее там, типа вот это вот советование о том, чтобы поиграть, там прочее, блин. Ну это же понятно, это же видно, что мне это не нравится. Просто уже есть тема, по которой мы уже следуем, и по ней мы уже как бы, ну, играем и ходим в целом. А по поводу смайлов, баллов, там прочее, вот это я понимаю, что надо делать, но просто на данный момент мы сейчас играем. Просто, да. Может, вне стрима стоит об этом Да поговорить. я не жалуюсь, как бы я. Да я ж не тебе, я ж ФБМэда, он же там единственный, кто вот все не устраивает человека. Ну, или точнее, что он, ну, он хочет помочь, понимаешь, он на мои Если бы мне мольбы важно было, во что ты отозвался. играешь, я б тут не сидел. Да. Ну, правда, да. Блин, это реально дерьмо, а не игра, пиздец. Как они так управление плохо сделали-то, я не понимаю. Это игра просто с какого-то ебаного геймджема или типа того. Тут что-то управлением. Да, управление тут блюдское максимально. Вот как это вот Может, тебе случилось? вниз? Не, по облачкам надо было сказано. А, тут семена. Хардкорное управление просто. Это не разраб виноват, а тот, кто ее в РГГ добавил. По идее, да.
Ну, это дерьмо 2021 года. Срань какую-то нашел, добавил. Я не понимаю, почему оно вообще есть в геймбое. Ну, я думаю, тут даже прирол предмет не стоит использовать в том плане, что игра новодел, во-первых. Во-вторых, какого Но хуя не она навряд вообще ли тут? проверяют, если там есть в правилах, что можно скипать. Не, можно скипать не то чтобы, можно реролить. Типа, ну, рулетку так закинуть. Использовать предмет реролла, например. Вот это да. А вот так? Уже Не руки знаю. чешутся написать плохой отзыв. Ну Ты- да. Ну это, блядь, игра сделана, очевидно, одним человеком. Он на какой-то хуй сделал игру для геймбоя, а управление он не удосужился нормальным сделать. Управление просто невозможно. Ну это пиздец. Он просто сам прыгает иногда. Вот. Вот. Ну и зачем в нее играть? Из принципа. Может, с Клавой попробовать поиграть? Это игра 2021 года. Да, да. Ну, человек, типа, видимо, имеет Game Boy Color и сделал игру для своей портативки. Почти новинка. Да, по факту. Человек имел много свободного времени и мало опыта. Это да. Не, я ебал в рот. Это пиздец. Я хуй знает. Я, короче, ладно, по правилам поступлю. По правилам. Просто. Согласен? Скип. Использую преролл. Так. Может, так и задумано? Нет. Ну это же, ну, капец как плохо. Я не знаю. Зачем делать игру, ну, целенаправленно плохое? Это же, ну, тупо. Зачем так делать? Там в правилах есть такое про управление. Может, это демка для джемова вообще. Да, это джем. Ну, погоди. В правилах было, говоришь? В правилах было? Ну-ка. Правила. Восклицательный знак правила. Линк. Так, критерии прохождения. Реролл игры. Игра не подходит ни под один критерий прохождения игры. Игра представляется заполнение. Не требует оригинала. Так, игра уже была понята в текущем. Так. Игра не имеет перевода на английский. Так, игра плохо эмулируется, возникает баги, которые препятствуют прохождению игры. Вот это тоже может подойти. Игра не запускается или присутствует технических проблем, в том числе. Так. Присутствуют технические проблемы. Тоже Думаешь, может подойти. не повезет? Позови друга. Если выиграешь, разделите приз. Для прохождения Анонсы игры розыгрышей необходим только в этом специальный чате. девайс. Игра находится в раннем доступе. Да является демкой.
с демкой. Является куском трижды переваренного кола. Да. Ладно. Тогда тут напишем. Какой-то кусок. Кто кал? Так. Реролл по причине технического... Управление кал. Да. Это трек 99 я. Ой. Ну что ты не понял-то, ну? Чел просто не допилива вообще. Что было? Так. Так. Беру. Надеюсь, что-то нормально выйдет. Привет, Нитрок. Драконий хвост, Power Racer. Ну, что-нибудь экшоновое, пожалуйста. Я заебался всякие эти головоломки играть. Пока так. Пока так. О, пизда. О, пиздец. Согласна, да? Это хорошо, прям. А хотя, погоди.
Если игра бесконечная, то можно реролить, в принципе. Нормал мод и пазл мод. Ну так это игра бесконечная. Тут что? Ну, типа... Геймбой, да? Лонгплей. Да. Лонгплей. 8 минут. Короче, тут есть такое условие. Если у игры Нечестно. имеется high score изначальный, если у игры есть изначально high score, есть игра на очки, то в данном случае нужно просто побить high score, и тогда победа засчитывается. Сейчас один такой судьбоносный момент будет. Если Играй, в игре, пока не пройдешь бесконечное, не бесконечное. если в игре имеется high score, тогда... Игра на очко. Нет, тут high score, просто скоро есть. Уровень 20, 100 тысяч. Предлагаю челлендж. Пройти Тетрис. Ну, это как, например, Тетрис выпал. Ну, по сути, да. Так. Игра находится в раннем доступе. Та-та-та-та. Так. Че посмотреть, подкиньте идей. Блять, ну хайскор-то есть. Че никлый того. Относится к играм. Так, игрок получил весь контент в игре, в которых в таких играх стример проходит. Все мини-игры решают все пазлы и тому прочее. Игрок должен получить победный результат, первое место в таких играх для защиты прохождения. Относится к играм, в которых нет какого-либо финала и отсутствует дисциплинарного уровня. Блять, ну есть хайскор. Я же охуею ее играть, да? У этой игры 100 уровней. Ёбаный рот. Боже мой, блядь. В смысле 100 уровней? Как такое возможно вообще? Хайскор. Уровня? Ну, там чел написал в описании, что якобы есть 100 уровней. Ну, бред. Там, по-моему, 20 уровней максимум. Прикольно. Уровень 5, кстати, видите, да? А тут другая. Моя борьба. Привет, енот. Тут цветное. Но... А у нас прям именно ГБ упал.
Габелла, Габелла. Не, это пизда. Не. Это пиздец. Это бред полный. Ну его нахуй. Короче, надо реролить. И тут У я нас разве не другая игра? И тут я уж точно использую реролл. Ну, игры есть high score, поэтому это пиздец какой-то. Так. Блядь, Пакман. Как там, пак-атак? Сегодня день крутящего барабана. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Доминик, там bütün derece. Buyur. Spy vs Spy. Ничего себе. Ганло. Dragon Warrior. А, блядь, что это? Кайсон Гейм. А, бля. Я же про... Вкуснятина. Погоди, это... Это шмап или... Погоди, что это? Longplay. Геймбой. Да, блять, какой нахуй? Геймбой. Navy Blue. Ну, это подходит как будто бы, да. Это морской бой. А, и есть экран победа. «1989 год». Ах ты, ёпта мать. Ну ладно. Походу мы играем в морской бой. Можно даже вдвоем. Можно даже вдвоем. Действительно. Так. Прикольная обложка. Крутая. А если сыграть друг против друга и победить? Не, там компьютерного врага надо выиграть. Это было бы странно. Типа, если бы выпал файтинг там какой-нибудь. Не, хотя вот именно... Ну да, именно этот случай прям идеальный. Да, обложка сочная.
Блин, круто нарисовано. Так, это дерьмо. Так. Да, кстати, название игры надо поменять. Охота за Красным Октябрем. Уровень 1. Вы готовы? Я ставлю. Блин, как-то дерьмо поставил. Да, капитан. Так. Длинный линкор есть. Трехсекционный корабль. И катер маленький. Куда бы ебануть? Ну давай. Мимо. Вот это прикольно вообще. Слушайте, игра огонь. Так. А ты не ебанулся? Что он делает? А у противника также? Охуеть, а это что за ковровая бомбардировка? А я так могу сделать? А я так умею? Ocean Grid. Понял. Радар. Ракеты. Гарпун. Радар. Не, давай какой нахер? Залп из всех орудий. Какой нахер радар? Давай вот этот. Вот, да, вот это вообще имба. Вот как будто бы сюда, да? Или может в угол? Куда? Или по центру? В принципе, вот тут как будто бы можно. Куда уже стреляли? Типа сюда или сюда? Ну, идея как будто неплохая. Ну, давай сюда. Как будто норм идея. Куда хочешь. Пизда, мимо. Все мимо. О, попал! О, хорошо. Так, дестройер полетел. Так, значит, этот хер поставил его... Да, блин, он такой маленький. Блин, он сейчас догадается, куда стрелять. Так, подожди. Блин. Я на турбокнопку нажимаю. Ну, слава тебе, Господи. А, это тот самый длинный? На 7 копеек задонатил 50 рублей и говорит мини-челлендж. Перепройти первую главу без использования предметов восполнения здоровья из инвентаря на стандартной сложности. Креативное прохождение. Креативное прохождение.
Блин, он меня запалил. Так. Мини-челлендж. Перепройти первую главу без использования предметов, восполнения здоровья из инвентаря на стандартной сложности. Креативное прохождение. На 7К. Да не охота вообще. Сегодня что-то не хочу. Спасибо за предложение. Морской бой, ёпта. Все, потопил Battleship. Что за игра? Ну, вчерашняя игра про эту проклятушку. Проклятушка. Предлагали. Ну, вот игра про проклятушку. Так, чувствуем где-то тут. Ага. Ага. Попався. Так, по-моему... Блин, я путаю, да? Ёб твою мать, я забыл, где было. Блин, сейчас мой Battleship потопит. Проклятушка, проклятушка, проклятушечка моя. Да. О, есть. Так, Хендер 931. Пришел из портала. привет, Хендер. Да ладно, в смысле? А как он стоит тогда? Вниз, что ли? Мне казалось, это сканки. А, нет. Да, правильно, он вниз идет. Я думал, то, что на радаре у тебя подсветят. Да ладно, он вот так вот идет. А как я подсвечивал радаром? Я же вот так подсвечивал. Мне тут ничего не показывало, по-моему. У нас же трехсекционный корабль. Как так? Давай попробуем. А, да? В смысле? А как тогда? Блин, две ракеты посыл. Не, нормально. Сейчас. Там 3 палубы. Да, 3 палубы. Трехпалубник. А, он может стоять впритык? Блин, ладно. Просто мы, помнится, играли морской бой, в котором впритык ставить нельзя. Значит, тут такие, типа, правила нормальные. Окей. Все, потопили дестройером. Так, теперь самое сложное. Маленький блядский катер остался. Так, тут уж я, пожалуй, использую радар. Вот. Навороченный. Угу. Так, там чисто. Ну, здрасте. Не надо. Блин, запалил, короче, дестройера. Блин, вот самый
Самый неприятный корабль — это маленький катер. Ё-моё, он может буквально стоять тут или вот тут. Но скорее всего... Так, вот тут мы просканировали. Хорошо задонатил 50 рублей и говорит, с поднятием уровня здоровья пополнялось автоматически, что подразумевало, что можно 10 раз пополнить здоровье до боссов. Но не так интересно, согласен. Надо запоминать, где сканил. Да, надо запоминать. Потом как-нибудь. Ну не сегодня. Спасибо за 50 рублей. Большое спасибо. Так. Так, вот тут просканировали. Почему-то мне кажется, что он близко к этим кораблям. Хотя, может быть... Вот тут, наверное. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, пиздюк. Все, сейчас я его... Блин, потопили. Так, вот тут сканировал, и вот тут прошумело. Бам! Все. А, это субмарина, ничего себе. Так, Fuck yeah. победа, уровень 1. Так, победа. Хистюрш. Что там? Ага. Уровень 2. Ну давай-ка. Блин, вот как-то рискованно рядом с ними стоять. Вот давай так. Yes. Так, давай сразу. По углу, наверное, ударим. Да ладно, блин, серьезно. Ну ладно, в принципе, большая площадь разведана сразу. Серьезно, вот правда, вот сразу в угол так шмальнул. Но это дело не хитрое, конечно. Так, тут типа 10 уровней. Ну, не знаю, наверное. Ага. Попався. Ну, 10 ли? О, самого, блин, ублюдского поймал сразу. Подлодку. Хорош. Я точно не знаю, сколько здесь уровней. Да ладно, в угол не ставят прям. Так. Я вот так сканировал, да? Я тут сканировал. Давай вот тут просканирую. Ага. Ага. Все, понял. Это у него боевой... А, дестройер, скорее всего, стоит. Трехпалубник. Тут я, пожалуй, давай вот этим вот. Бам. И бам. Бам. Бам.
Может быть, он стоит сверху как-то. Так. Так, готов приступить к работе завтра, наверное. Или в понедельник, лучше сказать. Давай завтра. Блять, адрес счета. Блять. А? Что? Trebuie să mai aprobă partea din trebuie. Trebuie încă de... Вот он, Ханнер Барабулу. Папа не знаю. Ну то папа тут тоже типа. Морской бой.
Морской бой это... Короче, стреляешь вот по кораблям. Вот так. Промазал. Значит, он где-то вот тут стоит. Вот папа на корабле. Он не видит, что мои корабли так стоят. Он слепую стреляет. Вот сюда. О, попал. Потопил корабль. Так, остался самый длинный. Так, а я могу зайти в сраный Bybit через сайт. Да так раньше в тетрадях в клеточку играли. Но ебать, а я как увижу-то? Ну ебаный в рот. Да я уже не успею. Угу. Да иди ты нахуй, в смысле не совпадает, блять. А, ебаный рот. Погоди-ка. Ёпта. Будь. Спасибо. Девять. Так. Да ёпта. Наконец-то. Так, как там было зайти?
Кошелек. Угу. По-моему, нормально. Все. Короче, кошелек этот проклятущий отправлял. Так. Хотя... Так. Погодите, ФБМэт реально обиделся и отписался? Потому что никто не следовал его указаниям? Это правда? Интересно. Так. Предметов нет. Ну, в принципе, можно и так справиться. Что? Да, ФБМэт обиделся и отписался от меня. Кто? ФБМэт. Ох ты, сука! Ты прикинь. Субмарину потопил. Так. Пять. Так, раз, два, раз, два. На три, что обиделся? четыре, Все ок, пять. вроде было. Ну вот, взял и обиделся. Ну, видимо, из-за того, что я не следовал его указаниям, как мне надо делать свой канал. Ну, вот такой вот он человек, оказывается. Так. Странно, что он продолжает туда стрелять вообще. Так. Давайте тут. Есть! Так, значит, он, возможно...
Короче, исключим тот момент, что он вот так вот стоит, и поэтому стрельнем... Давай сюда. Ага. Все, значит, он может быть вверх стоит, а может быть вот так вот стоит. Угу, все понятно. Попал. У него еще одна есть гранат-бомба. Они дохуя ли у тебя их? Почему так много бомб? А он старый подписчик? Ну, довольно-таки старый, да. Да ты чё? Угу. Все. Считайте, мы потопили этот корабль. Нормально. Значит, вернется, может, мискликнул. Не, ну как он мог мискликнуть в двух местах? Он вышел из телеги, из канала, и отсюда отписался. С Твича. Вот такие вот дела. Вот. Так, блин, как бы этот корабль так поставить хитро? Блин, вот как будто бы Как надо... вот мы в детстве не придумали эти приколы с ракетами и сканерами. Но, блин. Ну что-то типа около близкое, по-моему, было придумано. Что-то вот, что-то... Чуть-чуть близкое к этому. Так, давай-ка вот куда-то вот сюда вот. Ну вот по центру хочется прям такой темой бить. О! О! Два разных корабля. Или он вот так вот стоит. По-моему, он так стоит. Так, дестройера потопили. Четко. Блин, это было близко. Это было очень близко. Так, теперь... Вот как будто надо пеленгануть где-то сюда, сюда, сюда и сюда. Ну вот, что-то прям как будто бы надо сюда. Ага, ладно. Пусть-те, пусть-те. Кстати, музыка классная. Хорошечная. Ага. Так, видимо, это здоровяк.
Ну, отлично. Да норм Да. такая. Запалили меня. Впритык не ставят, да? Ладно. Теперь вот самый неприятный враг. Катер маленький. Мне прикалывает, что он использует радар для того, чтобы засечь и так уже подбитый корабль. Очень странно. В детстве думал, что ком все знает, когда в похожие игры. Да. Так, мы вот здесь пинговали, потом тут. Значит, надо... Где-то мелкая мразь, может быть. Я вот так пинганул, вот так. Может быть, он в этом квадрате. Но также высока вероятность, что... Да он тупо везде может быть. Чёрт. Так, тогда... Нету предметов. Вот самое, что ужасное может быть, это вон то, что вот сюда я его засунул, где-то вот между. Господи, это же самое сложное. Хочу сразу исключить такие моменты, но мало ли. Пожалуйста, не пали! А, да ну нахуй! Ой, бля, он субмарину выпалил сразу. Мне просто пиздец повести должно, чтоб его субмарину повалить. Да ну нахуй. Ну вот и все. Моя субмарина ушла под воду. Так. Вот этот квадрат еще, кстати, да, такой смущающий. Блин, это жестко. Да охуеть! Капец патовая ситуация. Я тут уже... Так, я вот так смотрел, да? Вот сюда не стрелял. Да обалдеть! Где он может Это быть? всегда так забавно, когда последний корабль в последней клетке. Да. Сука. Где он? Пу-пу-пу. Поэтому хорошо, когда однопалубник топишь в начале игры. Да, да, всегда хорошо. Но мне крупно не повезло. У него еще все время радары эти есть.
Чё он в таком охеренно хорошем, выгодном положении? У меня такого нету. Все, предметы у меня конечные. Сука. А я вот этот правый угол сканировал? По-моему, нет, да? По-моему, нет. Вот сюда вот. Скан не кидал, по-моему. Блин, это жопа. Мы в дерьме. Черт. Надо искать. Ищу. Все, он потопил. Ему осталось 3 раза выстрелить. Я сюда смотрел. Сюда смотрел. Осталось вот это, вот это. Так, вот тут вот смотрел. И вот тут. Вот этот квадрат еще такой подозрительный. Вот этот прямоугольник. Я не помню, этот скан кидал, нет. По-моему, нет. Блин, как же хорошо, что он тупит. Это мне такую фору дает. Да мать твою. Это такие жесткие поддавки. Да что ты исполняешь? Че он скам кидает? Вот же сволочь. Боже мой. Это кошки-мышки. Ну вообще. Он же понимает, что там линкор стоит. Че он делает? Ё-моё. А, ну все, это ГГ. Это ГГ. Все. Это ГГ. Сюда я сканировал, не стреляя туда. Блин, где-то странно тут тоже сканировал. Может здесь? Да ну на! О, повезло, повезло. Ё-моё. Он ровненько посередине стоял, оказывается. Вот сволочь. Обалдеть. Опа. Так. Вот тут как будто бы прям, ну, не ожидаешь. Вот как-то вот так. Ну, давайте сразу. Тяжем ударим сюда куда-нибудь. Надо как можно больше площади захватить. Вот посередине стрелять такой сел. Где-то вот ближе к краю, наверное, это самое нормальное. Или может скан кинуть. Давайте скан кинем. Понеслась. Но... Так, это вот что-то длинное там стоит.
Ах ты вот типа сразу, да? Сразу выпалил. Капец. Он близко к краю не ставит никогда, как будто бы. Близко к краю не ставит никогда. Так. Интересно. Ага, это значит Battle Cruiser стоит. А? Да не знаю, провод нам найти тебе. Отхода го провода жетонами. Это морской бой. Картосы. Угу. Bütün. Да ладно, он выпалил сразу мой. Ну ладно, это было очевидно. Ну, главное, чтобы субмарину не выпалил. В остальном, типа, реально насрать. Так. Как будто бы надо пеленговать сюда. Так. О, что-то есть. Надо проверять сразу. Надеюсь, это субмарина стоит. Не, это крузер. Точнее, дестройер. Так, значит, эта херня вот так стоит. Угу. Так, подмечу его сразу. Пометим его. Угу. Так, теперь надо найти субмарину. Так, последний. До мелкого очень важно найти. Но вот он как будто бы... Я вот так пинговал. Да? Да. Ага. Все. Потом пинганул сюда. Сейчас либо сюда, либо вот куда-то вот сюда. Давай пеленганем сюда. Ну, конечно, он там не сидит. Ой, какая страшная хуйня. Он прям рядом с субмариной выстрелил этой дурой. Господи. Так, Гарпуныч. Наверное... Так, я вот тут пеленговал. Вот в этом квадрате его нет. Тогда, может быть, он где-то вот тут посередине. Высока вероятность. Давайте сразу вот эту большую площадь возьмем. Бум. Бум. На песечке. Ах ты, сука. Ты прикинь. На супер писечке. Так. Осталась только двойная ракета. Ну, двойную ракету можно пустить, в принципе... Может, по углам проверим? Типа... Раз... И два.
сволочь. Ой, опять начался этот сценарий субмарины, блин. Так, значит, возможно, он по этой длинке где-то торчит, и где-то вот тут торчит. Ладно. Но учитывая повадки этого чела, возможно, он не ставит его прям в упор к краю. В прошлый раз он вообще где-то вот тут стоял. Субмарина — это ложь. Да. Смотри-ка, он тоже прям ищет субмарину. Так, я вот так пилинговал. Сюда стрелять смысла нет. Паскуда. Чё он так жестко думает, что я рядом прям впритык ставлю? Может, он сам так ставит? А чё, может быть, да? Ну ладно. Я проверил. Блин, сволочь неуловимая. Да ты чё, у тебя сколько двойных ракет-то, блин? Это вообще нечестно. Вполне. Так, я вот так пеленговал. Сука, он не ставит в упор. Он не ставит их в упор. Кажется, вообще не ставит в упор. Нет! Блядь, да ну нахуй. Все, я проебал. Он нашел субмарину. ПСД. Блядь. Ой, почему предметы не дают за то, что мы топим их корабль? Нет. Бля, вот тут стоит, да? Ёбаный. Вот как будто бы он там был, нахуй, но нет его. Жесть, он тупит, он вообще не хочет заканчивать бой. Да ладно. Ну шанс есть, как будто бы. Давайте мы потратим все ходы на уничтожение этого крузера. Линкора. Да иди ты в жопу, серьезно? Бля, он чисто на приколе это делает, я уверяю. Ну давай, давай, давай. Че ты дрочишь-то? Просто выстрели. Ставим на везение. Че он делает? О чем он думает-то вообще? Ах ты, сука! Все. Ге-ге.
М, Поставлю-ка я его как-то вот так. Это вот так. А этого вот так. Так. Угу. Кажется, вот хорошей идеей является проверить все углы на радар сначала. Это типа, ну, очень легко. Мне кажется, в этом есть некий смысл. Да блин, как он каждый раз в эту херню попадает хорошо. Ага. Как же он хорош. Как же он хорош, да. Действительно. Есть, сука. Вот самого неприятного ублюдка повалили сразу же. Вот это вот я называю везением. Хорошо. Так, сейчас давайте пустим сразу 2 ракеты. Так, тут мы проверили. Ага, значит они вот где-то вот раз и давай сюда. Да. Блин. Высока вероятность, что он впритык поставил. Ага, Battle Cruiser, значит. Ну ладно, самый легкий корабль, который можно найти, это вот линкор. Значит, линкор еще не найден. А, блядь. Он его иначе поставил. Так, значит, трехпалубник не найден. Трехпалубник не найден. Угу. Так, ну пока главное, он мою субмарину не нашел, так что у нас большие шансы. Очень большие шансы. Так, где его быть не может? Он может быть здесь. Вот тут нет. Может быть здесь. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Давай сразу здесь проверим. Ага, хорошо.
Так, значит, сейчас попробуем этот. Ага, попался, блядь. Так, и куда? По-моему, надо шмалять. Давай сразу исключим этот момент. А, вот оно как. Окей, все понял тебя. А то я думал по горизонтали выстроить. Нормально. Еее. Пятый уровень. Блин, Победа. чё ж я выстрелил сразу? Ай, че это я такое? Ай, да. Ты... Нет! Нет! О, боже, блядь. Чё так близко-то он хуярит сразу по субмарине? Блин, вот намного прикольнее, конечно, когда ты играешь на тетради, да? Ты как бы видишь реакцию, типа, этого соперника, когда он, типа, блядь, типа, когда он начинает... Тут как в покере, типа, блеф, не блеф, там прочее. Это было близко. Да, это было охуеть как близко. Нет, не. Покерфейс. Какой-то длинный корабль, видимо. Не надо, ну, блять, сука, сразу нашел. Так. Ну, давайте представим, что здесь длинный корабль, наверное. Тогда надо где-то вот сюда. Или давай по центру. Чуйка. Да пиздец. Джедай, блин, против меня играет. Долбаный. Все, субмарина потонула. Бедная Б5 не субмарина. попал. Точно не попал. А Да-да-да. Пиздеть нельзя на. Так. Ну давай сюда. Хули делать. Сволочь. Блин, опять я охочусь за субмариной. О, только не говори, что он вот так вот поставил корабль. И все это время я стрелял по одному кораблю. Слава богу, нет. Это 2 раза в кораблях, хорошо. Ну, в принципе, понятно, как стоит этот корабль. Вот высока вероятность, что вот это вот линкор, а это вот так вот трехпалубник стоит. Или вот так. Тут я, кстати, просвечивал, по-моему. ну там же на соседнем квадрате у себя отмечаешь и в конце боя сверяешь с противником. Ну да. Но иногда часто бывает так, что ты такой, типа, просто по реакции игрока понимаешь. А, сука, я близко, блядь. И он такой, не-не-не-не-не-не. Так и сидит. Не-не-не-не-не. А, там трехпалубник 100%, кстати говоря.
снизу трехпалубник, а сверху линкор. Вот, где-то вот до сюда. А, вот. Ну, значит, меньше. Вот он. По горизонтали 5. Ах. Он мразь. А, здрасте, это трехпалубник. Который, возможно, вообще вот так вот стоит. Ну да. Так, значит... Где тогда субмарина? У меня, по-моему, двойная ракета еще осталась. Раз и... Так. Блин, сволочь. Значит, стоит он горизонтально. Хорошо. Что-то мне кажется, что он где-то вот... Нет, да? Я снизу как скан кидал, вообще не понимаю. Я сюда скан вообще не кидал. Все, я понял. Картина понятна. Угу. Как же он брыкается. Все, я в жопе. Чё-то 5-й уровень какой-то жесткий.
как он стоит? Какая-то логика в размещении у него есть? Морской бой? Я не очень понимаю концепцию тут уровней. Да. Ну, мне кажется, уровни-то повторяются. Ну, не знаю. Либо я сейчас попадаю, либо все. Все. Или противник не рандомно ставит каждый раз на тех же позициях или рандомит? По-моему, рандомит всегда. Он буквально всегда рандомит. Прямо посередине стоит что-то длинное. Надо это проверить. Ну вот уже он зарандомил. Фига, он как интересно начал стрелять. Так, тогда теперь... Один стоит вот так вот. Возможно, это длинный. А, вот и трехпалубный. Если расположение записано, то проходить при проигрыше легче. Ну, конечно. Но тут не рандом. А тут рандом, наоборот. Тут чистой воды рандом. Тут нету такого. То есть он так корабли, например, не ставил вообще ни разу. Так, и давай бахнем куда-нибудь сюда. Или вот сюда. А давай так. Субмарину ищем. Что ж так не везет-то? Опять сценарий субмариной. Но, кстати, он пока меня не нашел вообще ни разу. Это прям, ну, очень даже как-то обнадеживает. Так. Давайте сразу потопим его корабли. Чертовски близко. Чертовски близко. Тогда зачем тут уровни? Что? Без понятия. Десять, что 110. ФБМ думает, что я к нему негативно отношусь. Блин.
Забавно. Вот написал код и все, геймплей готов. Да, на самом деле. Так. ЭБМ, да не обижайся. И мы не обидим. Да уж. Мгм. По прохождению 5-го уровня может считать игру пройденной? Я не знаю. Сколько тут? Тут вообще, по-моему, 100 уровней, я хз. Это ж полный бред, все 100 уровней проходить. Ах ты вообще. Ну ты даешь. Мне кажется, тут по идее можно смело ресетать, когда мы бомбами не попадаем в субмарину. По идее даже. Ну, потому что это тупо дохлый номер. Ладно, если бы у него были те же условия, что у меня. Типа ограниченные боеприпасы, ограниченные радары, но у него, блять, они бесконечные. Он просто хуярит ими, хуярит, блять. Поэтому тут пиздец. Как будто бы тут наши полномочия все. Это да.
Блин. Да за что? Да. Даже с учетом всего этого у нас неплохие шансы. Потому что он продолжает тупить. Да ё-моё. Это прикиньте, это у нас еще вот просто вот считайте в клетке 10 на 10 такая херня. Или сколько тут? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 7? Счет не найду и инфо про уровня. Ну блин. Ну если не бесконечно, это очень плохая новость. Или хорошая, потому что... Hey guys, hey guys, hey guys. Привет, Эмираль. Здорово. Ах, он сволочь. 8 на 8. 8 на 8. Прикинь, 8 на 8 мы попасть не можем. А каково вот реальным сражением в воде против этих сраных субмарин? Это же вообще жопа. Это, наверное, вообще ад полный. Давай, сканируй тот угол, блядь. Давай. Сука, он же просто дрочит меня, типа, блядь. Что он делает, блин? Он же знает, что там линкор у меня стоит. Там торпеды, наверное, в основном наводящиеся. Ну, по идее, да. Сонары есть, там все дела и там прочее. Пиздец. Это Emerald GP1 Hey guys. В общем, из этого боя можно подметить себе тот, что он, видимо, ставит свою субмарину близко к своим основным кораблям. Может быть, это так работает? Смотри, там просто все поле расстреляно дальнее, где, в принципе, ну, очевидно, что там субмарину может поставить. Да, он сейчас просто по носу там, типа, радаром ударит и все.
Это так, просто показуха. Он дрочит так чисто. Что делает, а? Ну да, давай. Что ты думаешь, что, блин, очевидно, что ты по носу просто радар дашь и все. Типа думаю, блин. Я как будто бы со старшим братом каким-то играю. Который, типа, меня просто... Со старшаком каким-то, который меня вот реально... Подумал, что завис. Думаешь, он завис? Что там, типа, думаю. Он просто навести... Да, он просто навестись не может по носу. Какая же он мразь. Короче, он всегда ставит субмарину где-то поблизости к своим кораблям. Всегда поблизости. Всегда поблизости. Блин, куда бы... Давай сюда. Куда же еще? Пусто. Так, если вот тут снизу нету, то, наверное, они где-то сверху там расположены. Так, хотя... Ну, стоит пингануть сюда просто. Так, один длинный корабль там есть. Угу. Линкор нашел. Линкор найден. И он нашел.
Он просто дурачка включает. Ему как компьютер все видно и все понятно. Где я нахожусь и там прочее. Это просто блестяще. Ага. Так, значит, он где-то близко. О, да ладно! Теория насчет того, что он ставит близко к своим кораблям, ну, работает. Все. С этим можно побеждать, как будто... Походу, она бесконечная. Бесконечная? Блять. Давай на 5-м уровне закончим, я думаю, тогда уж. Типа уровни повторяются, значит, ну, можно это считать выигранным. Зацикленность уровня. Нигде не нашел прохождения. Или тогда зареролить надо тогда. Если у игры просто ни конца, ничего нет. По идее, надо бы зареролить. Уровень 6. Ладно. Бесконечная игра. Айч 541 миллион 389 тысяч 250. Пришел из портала. Ой. Здорово. По-моему, на геймбое вообще не было нормальных игр. Если и были, то это очень редкие игры. Мы пока наткнулись только на одну около нормальную игру, это Donkey Kong, и все. Остальное это пиздец. Травматориум. Там Марио есть. ممتازة ويحاول يمر يا سلام يا سلام هي خلاص خلصها جول 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 Варио тоже. Так, это сразу. Спортивный симулятор, реролл.
Марус нищий. FIFA опять трелал. Опа. Это что-то... Я ж говорил, сегодня день колес. Ну, это тоже, короче, игра. А это не симулятор? Без конца. Да вот непонятно. Сейчас погоди лонгплей посмотрим. Есть? Лонгплей. 11 минут. Типа, надо провести... Ну, это головоломка. Пазл. Пазл, ну. Роляем дальше. Погоди, там есть титры, блядь. Погоди, тут реально есть титры. Вращайте барабан с ударь. Не-не-не-не-не-не. Hard level clear, that's all, you got it. Поздравления, спасибо, что поиграли эту игру. Еще увидимся. Goodbye. Мацу. Программ. Direct Kit. Графика плюс Юки. Звук. Тама. Продюсер Юкай. Pony Canyon Incorporated. Так, ну мы на легком будем же. Ну... До щука есть титры. Короче, тут... Фак. Да. Это вот по-любому надо играть. Короче, если возможно, надо сразу начать hard level, чтобы получить титры. Выберем. Блин, так надо каждую игру сначала проверять. Да. Вот так вот. Короче, чисто проверяем на титры. Нет титров, все, игра идет нахер.
Да, сразу хард. Так. Что за дерьмо? Так. Мне какая девчонка нужна? Я что-то запутался. Мне вот она нужна? Или вон та вот снизу? А, этому панку вообще в принципе ни одна девчонка не должна попасться. Так что ли? Понял, ладно. Да ёпта. Я немного не понимаю логики движения этих стенок. Так, то есть если мы двигаем вот так вниз, то вторая, вот эта вот, двигает так. А если я двину вот так, то вот так вот двинется. А если еще раз? Да ё-моё. Так. Я не совсем понял принцип. Да, я тоже. Да блин, он опять тёлку взял. Но, в принципе, вот эта вот тема вот так вот. Ага.
Так. Вот тут надо как будто засейвить. Да камон. Так. Да, сука. Yes! Все оно? Победа? Нахер. Окей, hard level раунд первый пройден. Раунд второй. Так, раунд второй, окей. What the fuck? И что это значит? Сектор приз на барабане? Это означает, что... Один бесплатный вход был. Видимо, тут такая идея, что комп, ну, типа, намеренно мне мешает дойти. То есть это осознанные какие-то ходы. И мне надо, ну, стараться его победить в этом плане. В 3 раунда это, походу, играется. Я не понимаю. Ну вот я, короче, толкаю влево, либо вправо. Мне нужно по белым добраться до вот тян. Вот в правом нижнем углу. А он пытается добраться до левой нижней тян. И как бы тут штука в том, что мы друг другу мешаем дойти до тян. Первый, кто дойдет, тот молодец. И это нужно, ну, как бы, вот... То есть он делает свой ход, толкает там в том или ином направлении. То есть тут нет такой логики, например, как... Здорово. Претерсон. Если я толкну, например, вот эту хуйню, то он обязательно толкнет какую-то другую вот эту хуйню. То есть он там сам выбирает. Это как... Ну... Опять в очередная. Да, это... Короче, условно говоря, типа как шахматы...
У тебя там чайник кипит. Нет. Какой нахуй чайник? Слева. А, это охладитель. Откуда увлажнитель воздуха. Ха-ха-ха. Ну шутник. Ну шутник, брат. Охладитель траханья. Да. Необходимая вещь для меня. Без него я... А чье сзади кресло просто так стоит? Да но... Ты на сломанное. табуретке сидишь? Не, в кресле. Типа мебельное кресло просто. Интерьерное. Блин, какой же сукин сын. Да блять. Вот это, по идее, очень короткая игра, но ё-моё. Оу, щит. А, он взял эту хуйню. Блять, какой молодец. Кресло — это второй мини-шкаф, на нем все, что должно быть под рукой. Да, охуеть. Может на изи проходить? Бессмысленно, тогда титров не увидим. Титры только на харде. В этом проблемка. Когда мы проходим easy, они говорят попробуй normal. Когда мы проходим normal, они говорят попробуй hard. Вот так это работает. Ну, спасибо большое, блядь. Первый раунд. Изи. Хорошо. Блин, а какой я такой охуенный ход сделал, чтобы это случилось? Так, окей. Как бы тут случайно свастику не нарисовать. Да, блять! Какой хуй, блять. Вот как-то я вот так сделал. Так, а паролей от уровней тут нет? Так? Не, нет, нету. Найс. Первый раунд хорошо дается. Сейчас.
Вот тут как будто бы надо всегда делать вот так. Если рисовать свастику, то будешь выигрывать. No. Я на это не поведусь, товарищ. Экстремист. Да блять! Сука, как я, блядь. Я этого не увидел. Раз, два. Раз, два. Раз. Блядь, чел, жесть. Как же он ебет. Ах он, сука. Не, нихуя. Да блять, в смысле я ему дал это сделать? Пиздец. Я думал, как-то иначе пойдет. Я думал, как-то иначе пойдет. Да, ёбана. Блять. Какой же сукин сын, а? Так, короче, надо придерживаться всегда вот этого вот хода. Вот так. Потом вот так. Потом вот так. Угу. Да ёбаный ты рот. Жесть, чё он так хорош-то?
Да, блин. Почему так орёт? Пиздец. И это не в мою пользу всегда. Да ебать тебя в задницу. Ну что ты такое? Как же мне везло, получается. Вот потом этот ход как-то я для себя хорошо переначал. Да ебать. Вот первый ход всегда вот так. Потом так. А. Вот это, конечно. О, в мою пользу. Бля. Ай, ну что со мной не так?
Есть. Так, теперь им проебать второй раунд, и все будет отлично. У тебя там увлажнитель, что ли, Qtipon 3 Plink? Да, прикупайся. Qtipon 3 Lab, Qtipon 3 Lab. Это увлажнитель. Задумка интересная Но у этой игры. кто первый добьется девушки, тот победил. Причем девушки вроде бы разные. Вспомнил Дефьюс ракет из Джеймса Бонда-младшего. Там такая же тема была, что ли? Так. Также блоки передвигаешь. Блин. О, сектор шанс на барабане. Да ладно, победил? Yes! Сюда! Второй раунд. Взяли. Ну, победа? А третий еще есть, бля. Ну, третий последний, наверное, надеюсь. Так, наверное, стоит... Блять, что-то мне он положение накрыл, ну, как-то напрягает. Сука, сетап делает, блять, смотри. Сетапчик делает. Сукин сын.
Ой, блядь! Сука. Да это пиздец. Да иди ты в жопу, чел. Блин, это охуеть сложная игра. Так. Делаем раз. Делаем два. Блять. Что-то я не так двигаю. Блин. Пу-пу-пу. Действительно. Блять. Он как будто в шаге от победы находится. Блять, ну это вижу. Ну я вот прям, сука, чувствовал, что пиздец. Да иди ты нахуй. Господи.
Надо все сложности пройти. Не, только хард. На харде титры. На харде титры. Поэтому я сразу хард выбираю. Понял. Одобряем подготовку к сложным уровням. Ну, это скорее просто, чтобы сразу победить игру, а не, ну, типа, топтаться на месте. То есть мы сначала easy, там, типа, normal, ну, в этом смысла нет. Поэтому сразу hard как будто надо. Ну, естественно. А на харде тебе скажет, теперь пройди на нормале. Не-не-не. Это исключено. Зендо и Кыкл. А потом на изи. Ну. Пиздец. Ну ебать, ну сукин сын нахуй. С чего это ты так решил? Или там в игре так написано? Лонгплей же видел. Я думал, ты тоже видел. Там написано было Congratulations. Well done. That's it. Ну типа, на этом все. И титры идут. После харда. Именно. Да ёбаный рот. Я видел, но может и ты после прохождения на изи. Не, после прохождения на изи он говорит well done, let's try normal. Сколько уровней уже прошел? Тут, короче, на харде есть, видимо, 3 раунда. Я видел 2. Вот, лонгплей.
Ага. Так, где он там выбирает? Вот. Normal level. Next level hard. Hard. По звуку логотипа геймбоя думал, что у меня каким-то образом консоль включилась Джекс 0. Мгм. Вот. Первый раунд выигран. Раунд 2. А, нихуя, все. Второй раунд выиграл. И третий пошел. Да, и он последний. Вот сука, как же ему везет, блядь. Hard level clear. That's all. You got it. Ты получил девчонку. Тут же они по кругу могут вращаться. Это сильно вряд ли. Или в стены упираются. Как это? Так. Первый раунд пошел. Я типа как только ты делаешь, ходит противник. Угу. Да. Вот это вот в крутых очках, типа. Этот чел. Или все одновременно происходит. Не. М.
Так, что-то мне парит в этом во всем. Жесть тут и следит, чтобы ему не дать и самому за Тиан сходить. Да. Типа, если я двину сюда... Блять, сетап уже готовит, сукин сын. Боже, он мог закончить игру, но, блять, мне повезло, пиздец. Я чуть не... Так. Снизу раз. И сверху... Сюда второй раунд. Последний раунд. Последний раунд. Последний раунд. Последний раунд. Последний раунд. Да блять! Вот это дерьмо, пиздец. Как я этого не заметил, я ебал. Ах. Ах. Ах, печально.
Он в ступоре просто. Он завис. Он не знает, как сходить. Блять. Догадался, как сходить. Ну, я в жопе. Так. Чё это выпало, а? Короче, тут есть такой момент. Не знаю, как он работает, но иногда выпадает такая штука, которая дает тебе дополнительный ход. И, ну, точнее, пропуск хода для врага. Он может выпасть мне и может выпасть ему. Ой, ща. Все, он сдался, походу. Мана. Блин, такую бы игру сделать с какими-нибудь популярными этими, типа там, блогерами. Ну, типа, с нижнего интернета. Ванамас и это как его, Тарелошница. Там типа Мэдисон и Амурант. Было бы забавно. Видеоблогер QTPO 3 Плинк. Видеоблокер, да. Уже и название есть. Бля. А почему он это получил? Интересно, чем тут уровни сложности отличаются. Скорее всего, умом противника. Да ёб твою мать за ногу. Тут он по-умному ходит.
На нормаль, наверное, тупит. Да иди ты, блядь, пиздец. Как мне его так обыграть-то? Так. Да иди. Надо все по тому видосу сделать. Ну я думал об этом. Не знаю. Будет ли бот следовать одному и тому же паттерну по ходам? Мне кажется, что нет. Хотя не факт, что он будет так же ходить. На. Какая ебаная чушь, пиздец, я не видел. Ну, какие там у него паттерны есть? Что тут вообще? Мне вот это вот в третьем уровне. Он двигает верхний, он двигает так. В этом случае он двигает Но можно и нижний. попробовать ради интереса. Вот так. Блять, это такой изишный ход, как будто бы. Типа, я хожу вот так. Видишь, он как ходит. Совсем по-другому. Но тут ему пропуск выпал. Ну еще типа бот затупил у него. Ой, да ну нахуй. Оказалось бы, всего 3 уровня. Но... Самое жесткое то, что, находясь на третьем раунде, если мы проиграем, мы начинаем с самого начала. Это да.
Надо этого бота как-то ослабить. А как ты это сделаешь? Ну ты же программист. Думай, блядь. Так. Надо подумать. Бля, я в дерьме, пиздец. Да пошел ты нахуй! Так, хорошо. Ну, в принципе, я начинаю замечать один такой интересный паттерн. Вообще чем-то похоже на шахматы, чтобы за фигурами противника следить. Да. Только мы тут двигаем не фигуры, а саму доску, типа. Ну, прикольно. Есть третий раунд сюда. Третий раунд. Третий раунд. Еще ее сделать онлайн и устраивать чемпионаты. Звучит как план, слушай. Бля, охуеть, я близок к победе, по идее. Опасная хуйня начинается какая-то.
Так не подскажешь даже. Но... А игры, в которых можно было подсказывать, ну, вообще не было даже, по-моему, за все. Да ёбаный ты хуев гондон, бля, заебал с самого начала. Да ебать. Я бы рехнулся уже. Да, это жестко. Рехнулся. Это, конечно, сильно. Да, блять. Какие еще паттерны другие есть? Вот пытаюсь повторить вот это вот движение. То есть он делает сначала первый же ход сразу. Раз. Это так двигает. Если повезет, то мы делаем вот так. Потом он так. Это прям лучший оборот. И мы просто двигаем эту. Да он все же вот ходит так. по-разному даже от хода к ходу. Да. Вот, например, вот во втором раунде он закончил вот так. То есть он начал снизу. Нет, идем котенок. Нет, ебари. Ага. Тут практически то же самое начинается. Интересно, сколько у него ушло времени, чтобы записать этот один удачный дубль. Да, прикинь. Короче, больше всех побед он берет именно вот начиная с этого хода. О, вот он. Это он. Так. Получается, раз сюда.
сюда. Так, первый раунд есть. Опять сюда. Да, блять, вот это я идиота, кусок, я вообще не видел этого, нахуй. Да, блядь. Да. Нихуя. А, теперь он получает дополнительный ход, и он побеждает. Ладно, в первом раунде, думаю, начать стоит как-то иначе. Ого, хорошо. Ну это ебать.
Хм. Сложна. Да. Сложно, сложно. Так. Да иди ты нахуй, чмо! Пиздец. Да я ебал. Вот как будто бы если начинать с средних этих, то норма. Может он обучается или типа того. я Пу-пу-пу. Так. Блять, вот не обосраться бы сейчас. Ой, блядь. Проблема. Блин, когда Я не могу, выиграю- он пытается тебе помешать или просто пытается свой лабиринт простроить. Он мне мешает, плюс свой лабиринт строит. Это как крестики-нолики, но у которого есть цель в виде прямой дорожки до тёлки. Я хуй знает. Короче, я понял. Нельзя все время на одной плоскости быть. А вот просто раз и получил Понятно. ход. Короче, я понял. Надо все время чередовать. Нельзя находиться все время на одной плоскости. Надо все время чередовать. Я как будто бы понял кое-что. Допустим, так. Теперь
так. Теперь вот так. Теперь вот так. Ой, что за хуйня? Я вообще не вижу его путей. Как мне это догадываться-то? Так, первый раунд есть. А так хорошо все начиналось. Окей. Мы стали чаще побеждать. Да ебать тебя в задницу, очкастый чмо. Пиздец. Я ему просто взял и построил блядскую дорожку.
Я хуею. Прекрасно. Я всего лишь одну кнопку нажимал. Да ладно, это не может работать. Да. Было бы забавно, если бы это работало. Ну, практически работает. Стратегия одной кнопки работает. Так, погоди-ка. Победа! Я просто одну кнопку нажимал. То есть я... Все. Победа. Заебись. Пройдено.
Да, это был жесткий пазл. Интересно. Все, титры. Балдеж. Так. Game Boy Advance пройден. Блин, сегодня прям хорошо. Сегодня прям хорошо идем. Изи катка. Да. Ой, бля, сука. А следующий спектрум. А следующий спектрум. Так, надо написать. Простая легкая игра, всего 3 уровня. Но на самом деле непростая. Так, ну, типа. Так, теперь спектрум. Вот на спектруме мы сейчас, ну, буквально охуеем. 100%. Почему-то я прям уверен, что нам пизда. Не хочу. Тактический хорошо! мегадроп. Дроп игры откатывают на 2 платформы назад, но при этом сжигает все плюс игры с непройденных платформ, кроме той платформы, с которой ты дропнул. Ну, может быть, понадобится. Так. Тактический мегадроп. Угу. Ну чё, спектрум. Хули. Спектрум. ZX спектрум. Блин, остался ZX спектрум, DOS, TurboGrafx. Дальше вообще кайфовые игры, по идее. Только спектрум пройти, и возможно в DOS будет нормально даже. Ну, не уверен, но может быть будет нормально. Но на спектруме это будет пиздец. Я никогда ни одну игру на спектруме не проходил. Самые сочные игры только на спектруме. Про гольф. Но я тут думаю, что можно не... Ну это просто, да. Короче.
спортивный симулятор. Вот это как будто бы счастливый билетик на самом деле. Да. Только... Симулятор. Ну, не сказать, что симулятор. Это, по идее, QTE Кинцо. Это QTE Кинцо. Титры есть? Ну, конечно. Там спасти девчонку надо. Ну, так. Надо сразу смотреть Ату как с морским боем. Ну. Сел на облако и... Пройдено. Он типа эскейпнулся с этого замка, насколько я понимаю, да? Ну тут то же самое. Ну да, вот победа это добраться до какого-то облака. Вроде да. Так, и чё? Какой эмулятор с этим справится? Так, спектрум. Commodore, DOSBox, ZX, Segi, TalkStation, MCX, V, Flycast, Commodore, 3DS, Захар, Windows, Amiga. Так. Может быть, просто ретро-арчем. Вот. Спектрум.
Загрузить контент. О, нихуя, запустился. Так, хорошо. Теперь как? Управление. Загруженный файл привязок. Так, ну ладно. Там, наверное, из клавы. Ну, джойстик тоже работает. Так, погоди-ка. Так, сейчас надо с управлением разобраться. Так, ладно. Клавиатура. Ну это охуенно. Вот бы понять управление. Музыка уже радует глаз. Окей. Все.
Сейчас я... А может... Ха. Так. Сука, понять бы Эх, управление. лодочник. Да. Ой, лодочник. Да ёб твою мать. Как ёпта играть в эту хуйню? Нужен solution. ZXAS AW кнопка R Q X ZXAS QW. Z Как я это открыл? Как я это открыл? Пять, шесть, семь.
что Клава не работает. Ну, типа работает, но хуй пойми. Так. Давайте просто посмотрим, как... Так, ретро, Arch, ZX Spectrum. Input. We're going to set up, you will need these things because a folder on your USB device. They copy and paste your ROMs over to that folder. They can either be in zip or О боже. and insert it into your Xbox. Down the left hand side to import content, go down to manual scan, content directory, select the E drive, go down to Sinclair ZX Spectrum folder, scan this directory, go down to system name and search for the name. Sinclair ZX Spectrum, go down to default core and look for the same name. Go down to scan inside archives, make sure that's on, go all the way down to the bottom to start scan, press B, go back to the left hand column and select your emulator and run a game. Quit out of B, now you can select back button, a window with content, press B, now you can select another emulator or game. We've now come Блин, я не понимаю. front end which collates a load of different emulators together, and also one a bit of a break, and he's now returned. Very glad of his already installed because I've been playing with it for a little bit. And what you need to do is go to, we will go to desktop menu and new play from here, so I'll just copy that, right click and paste. Ну, по-моему, тут все есть. Опции, так, ядра. Ну да, Sinclair, Fuse, все правильно. Base. Go on here, add an entry. So I got Renegade. So the call we want to for these sketches. The thin or highlight and then target Renegade, spy on. Go back. What we will do, we'll quick things in for games that we've put in. Bit better expect find it change now. Try run. Make sure this is set up for Kempston joystick, because if it's not set up for Kempston joystick, this menu you can see in the background, a keyboard for the Spectrum won't appear. Kempston joystick, да? Ай, да блять. Я случайно ретриарч выключил.
порт настроен как Кэмстон джойстик. Кэмстон джойстик. Так. Вот так вот просто. Подожди, а что так странно тогда было? Да он не слушается? М. А вот тут почему-то по-другому. Проблемы с управлением? Да. Вообще непонятно как. Управление. Привязки порта. Порт привязки. Up, down, left. No, right. Кнопка вниз, Z. Up. Три кнопки. Раз, два, три. Погоди-ка. Раз, два, три, четыре. Кнопка старт. Select. То есть, Может, другой эмулятор? ну, по идее, тут все есть. И как будто бы все рекомендуют играть через этот ретро-арч.
понимаю. Хм. Там всего 3 кнопки. Up, left, right. Йоп. Вот бы он хотя бы один раз куда-нибудь сдвинулся. Нет, он просто прямо ебашит и ебашит. Так, а если я клаву как-то подключу к управлению? Я, ну, просто не понимаю. Управление привязками. Привязки порта. Тип устройства Кэмстон джойстик. Sinclair джойстик. Значит, ролл. Игра не работает. Погоди, тут еще есть. Я поменял на Sinclair джойстик. Может, тогда что-то изменится. Бля, ну просто... Sinclair keyboard. Vast. Space. Ну давай так. Мне дохуя раз нажать надо или... Ну, тут как бы мои полномочия. Вот она пошло, блядь. Погоди-ка. Счет загорается на экране. Вот, по-моему, я нашел. Может, другие кнопки жать? Ну, они не назначены. Я вот тут сейчас их вижу. Тут я их вижу. Дай попробуем. Вот тут keyboard.
Как там? 5. э, 6. 7. И 8, по-моему, да? Сейчас. Keyboard. Space. Клавиша X. А. Лол. Погоди. Волмап. Ну это А. пиздец. Сейчас. Фуллер джойстик может быть. Вот видишь вот эту хуйню? Мне вот эта хуйня нужна. Как он двигается, я понять не могу. Вот, допустим, сейчас я захожу вот сюда вот, привязки порта, ставлю Sinclair Keyboard. Пу-пу-пу. Да, это реально пу-пу-пу. Вот Keyboard 1, 1, 2, 3, 4. А там еще типа Z какой-то стоит. Я честно не понимаю, что от меня хотят. Ну тут изначально Vast стоял, да? Хуй знает. А, up-down. Тут еще и вот так.
Блин, есть такое подозрение, что он управляется через нампада. Вот прям какой-то такой наитие имеется. Бля, ебаный спектром. Почему с ним всегда как-то по-уебански все? Таймикс Кэмстон. Ну вот и поиграли. Ну, бля. Может, другой хороший эмулятор? Правда, эх, с какой. Да, ретрач самый нормальный, по идее. Ну, я не знаю, может игра дерьма. Короче, Dragon Slayer не работает почему-то. Ну, чисто, может, давай попробуем любую другую Spectrum игру. Просто любую другую. Буквально любую. Популярная. Вот. Эксалон, например, какой-то. Какой большой выбор эксалонов. Гольф. Куль. Так, эксалон. Такой, типа, не хочет, да. Ага. Так, допустим. Ну да. Тут вот проблема именно в этом. В том, что вот эта хуйня. О, боже. А можно я тогда джойстик просто вырублю, может быть? Как тебе такое?
Может, другой эмулятор подсосет сразу клаву. Какой? Так, эмуляторы. ZX Spectrum, эмуляторы. Так. Для Amiga. М. Погоди-ка, Amiga и есть. Ну-ка, давай. Давай, Amiga. Капец, он долго. Я Шар. все эмуляторы качал с Эмуленда. У меня вот уже, по идее, скачаны, только архивировать надо. ZX Live. Ай, бля, опять сидим хуйней, маемся. Пиздец. А чё он такой большой для спектрума, нахуй? Асп. Может, тогда просто вот это скачаю? Хуй знает. ЛХ. Что такое ЛХ? Эмулятор. Для Windows. Эмулятор ZX Spectrum для Amiga. А нельзя консоль скипать по причине не работы эмулятора? Вот же нашел. Ну, по идее, нет, наверное. Просто это уже, типа, моя проблема, что я не справляюсь с настройкой. Вот Fuse есть. Fuse. Тут фьюза, по-моему, нет. Да, короче, вот фьюз, его качаем. Последняя версия. Так, фьюз. Так, open. Так. А как сделать
Full экран. ZX Spectrum, джойстик. Так, Late Timings. Звук. Так странно все. Q button for up. Что? Тут музыки нет. Ну, музыку... А почему? Ну это пиздец. Пиздец нахуй, блядь. Но может оно и к лучшему. А то что? Мы покончили жизнь самоубийством или типа того? Так. Emulate hardware. Amiga. Главное управление. На. Ну вот сначала бы запустить это. Непонятно что. Как настроить управление? Спектрум.
Так, в папке Retropic, Config, Epic Spectrum. Так, еще раз. В папке UPT. А, и тут фьюз стоит, оказывается. Так. Это пизда. Кейборд, Кэмстон, Синклер, и сразу запускается игровой процесс, в большинстве случаев все настроено автоматически по пополнению геймпада. Ну давай геймпад подключим опять. Хуй знает.
Так. Кабан сопротивлялся, кабан нам не давался. Да. Вот я нажимаю на стрелки. Давай попробую другую. Опять там этот. XLR или как там назывался. Kick-Ass. Это другой ямуль. Ну, ретрач, он в себе содержит этот все другие эмуляторы. Left. Понял. Короче, знаешь что? Во-первых, мы сейчас пойдем спать. А во-вторых, я этой хуйней займусь утром. Просто тут есть кое-что, что делать на стриме просто пиздец заебно. А это именно вот эта вот хуйня. Хоть музыку послушали. Так, привязка порта. Вот. Sinclair кейборд надо ставить. Это пиздец заебно. Я не понимаю. Нахуй так делать? Почему он такой уебищный? Вот это вот все ставить надо. Так, экранная клавиатура. Так, кнопка 2. Может быть вот так. Да забей.
кнопка J. Ну да, забить бы, блять. Надо забить. По идее. Нажми кнопку J, чтобы... Так, кнопка J. Где тут ебаный J? Вот. Вот, Кэмстон джойстик стал. Бля, прикинь, да? Я ебал. Ну-ну. Так что помогло? Помогло. Вот это вот. Видишь, тут написано J to select joystick. Я перешел сюда. Поменял на Sinclair Keyboard. Я назначил кнопку J на кнопку Select. Поставил Кэмстон джойстик. Возвращай сюда. И выбирай Кэмстон джойстик. Да бля. Whirlpools. Да блять. Извращений. Иди нахуй все с самого начала, блядь. А в чем смысл этих нахуй щитов ебаных? Я думал, это мое здоровье, типа. Все заново, блядь.
Да ебать тебя нахуй. Да пиздец. О, это жестко. Да ебать, а как тут грустно? Это очень круто. Так. Тут я, пожалуй, сохранюсь. Чтобы заново тут ебаный Кэмстон джойстик не настраивать в главном меню. Ну все, в принципе, давайте завтра уже продолжим. Короче, смогли настроить. Это уже победа какая-то. Это уже охуеть шо. Да. Это жестко. Это жестко. Ну все. Пойдем спать. Спокойной ночи. Спасибо, Муллард, что посидел со мной до конца. И всем, кто был, большое спасибо за общение. Увидимся завтра. Или послезавтра. Скорее всего, послезавтра. ББ. Спокойной ночи.